Алиса Абдуллина, Егор Петров, Санкт-Петербург. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, Москва. Ольга Федорова, Павел Драко, Московская область. Разрешена разминка. Вот и соревнования чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2026 года, который сейчас наступит через несколько дней, а мы уже как будто бы находимся чуть впереди всего мира и движемся вперед. И вот они, фигуристы, которые сегодня начнут розыгрыш медалей, самых важных медалей в нашем национальном достоинстве. И первыми на лед выходят танцоры. Танцоры с потрясающим ритмом танцем. Мы вместе с двукратным олимпийским чемпионом Максимом Траньковым находимся на комментаторской позиции и ощущаем те вибрации, которыми наполнен этот исторический зал. Это дворец спорта юбилейный. Здравствуйте, здравствуйте, Василий, здравствуйте, дорогие телезрители. Дождались мы этого праздника, праздника спорта, праздника фигурного катания. Традиционно в конце декабря проходит чемпионат России. И уже традиционно в олимпийский сезон он проходит на этом льду, на льду юбилейного дворца спорта, который стал меккой для фигуристов всей страны. И за те годы, что он существует с 1967 года. Да, и Санкт-Петербург вообще является столицей фигурного катания. Именно здесь зародился этот замечательный вид спорта, так считается исторически. Да, так оно и есть. Все символично. И, конечно же, нужно только наслаждаться моментом, как спортсменам, находясь на этом льду, потому что дошли они до такого уровня, что показывают свои программы на чемпионате России. Это дорогого стоит, это действительно достижение и гордость. И всегда можно будет сказать, что я был участником чемпионата России. Не только призеры гордятся медалями своими, но и ребята, которые вообще в принципе отбираются на этот турнир, уже многого добились. Что сказать об этой разминке? Обычно говорим мы, что здесь скорее ребята получают удовольствие, для них это может быть первый чемпионат России. То есть первая разминка — это спортсмены так распределились в рейтинге по итогам сезона. Но здесь все совсем не так, потому что здесь есть пары, которые очень высокого уровня и просто которым в течение сезона не совсем повезло со здоровьем, у кого-то с прокатами на их этапах Гран-при. И, конечно же, мы с Василием вам все расскажем, всех представим, а каких-то спортсменов, в принципе, и представлять-то не нужно. Это правда, но тем не менее пробежимся по списку. Первыми будут кататься Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков, ученики Волобуевой и Румянцевой со своим танцем «Серые глаза, желтые тюльпаны». Они откроют эту группу участников. Спортсмены, кстати, Таисия родилась в Санкт-Петербурге, Дмитрий в Ростове-на-Дону, и они в какой-то мере тоже представляют Санкт-Петербург на этих соревнованиях, по крайней мере, по праву рождения. Вслед за ними ученики Ирины Жук, Александра Свинина, Анастасия Шпилевой, Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин. Как раз вот группа тренерская, это знаменитейшая на ваших экранах. Милана и Дмитрий
будут кататься под Майкла Джексона. Она из Архангельска, Дмитрий из Оренбурга. И До завершения разминки осталось 1 минута. развиваются по ходу сезона ребята в плане катания, освоения программ. Помню, как на турнире в Омске, где они заняли 4-е место, Ирина Жук сказала после проката: ну, наконец-то. То есть начинает, наконец-то, все получаться, а значит, ребята на правильном пути находятся. Конечно же, Алиса Абдуллина и Егор Петров — это спортсмены, которые катаются под руководством Елены Соколовой и Кирилла Алешина. Здесь, в Санкт-Петербурге, они тренируются со своей японской программой. Они будут кататься в произвольной... В ритмическом танце. Сегодня ритмический танец. Да, сегодня ритмический танец, а с японской программой будут кататься в произвольной программе. В Магнитогорске они были 8-ми, в Омске 6-ми, а на чемпионате России пока что еще не выступали. Ну, кстати, Алиса и Егор, у них есть такое еще прозвище «смешарики», потому что они как-то продемонстрировали очень забавный танец, связанный с этим анимационным сериалом, и заслужили любовь зрителей, в том числе за свое чувство юмора. Также в этой группе Софья Леонтьева, Даниил Горелкин, еще одна пара у Жук, Свинина и Шпилевой. И, конечно же, Ольга Федорова и Павел Драко, которые катаются под руководством Самохина, Боровикова и Никонова, тренируются в Балашихе. Но до их танца под Бритни Спирс нам еще далеко, еще 5 участников, а стартуют Таисия Линчевская и Дмитрий Щербаков. 20-летние спортсмены. Изящная Таисия, мощный Дмитрий. Они открывают этот, можно сказать, ностальгический вечер 90-х треками Наташи Королевой и Игоря Николаева. «Серые глаза» и «Желтые тюльпаны». Вот такой колор предложили своим ученикам Ксении Румянцевой и Екатерина Волобуева, и ребята тут же поддержали. Вы сейчас, когда увидите этот танец, сразу поймете, почему. Помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы. Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно. Знаешь ты сам, как жесток намек. Желтые тюльпаны, желтые тюльпаны, желтые тюльпаны. Помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы. Дельфины, русалка, сюжеты.
Таисия Линчевская, Дмитрий Щербаков. Ну, не во всем они с этим давлением, которое сейчас оказывается на участников, справились, к сожалению. Мы очень ценим этих ребят с их абсолютно позитивным танцем и немножечко растерялись в середине. Это такой элемент еще твизл, который вот он всем абсолютно очевиден, да? Даже Да, он тем, понятен, кто не очень понимает в танце. Видно сразу же ошибки на этом элементе, и рассинхрон видно всегда, если он случается у партнеров. Но прежде всего я хочу всех поздравить с тем, что чемпионат России все-таки вот теперь точно стартовал. Ура. Он открыт этой замечательной программой. Начали ребята здорово. Действительно, да, к концу немножечко, как будто бы после вот этой ошибки у партнера немножечко потерялись, но видим мы, что расстроен, качает головой Дмитрий. Но, тем не менее, открывать такой турнир, как чемпионат России, это всегда очень нервно, всегда очень тяжело. Когда ты первым выходишь на лед, еще никто не катался, еще ничего не понятно, в каком настроении судьи, как примет зал. И ты вот такой первооткрыватель. И, конечно же, ребята большие молодцы, что в целом справились с этой программой. Вот первая поддержка стартовая. Поющая поддержка. Да, довольно высоко оценена судьями и зрителями, и аплодисментами тоже. Потихонечку заполняется зал в юбилейном. Но они прям вот с настроением вошли в этот танец, да? И вот как раз та ошибка, о которой мы говорим. Вот здесь мы видим, что теряет равновесие партнер. Касается, возможно, льда свободной ногой. И, конечно же, уровень сложности сразу же у него падает. Мы видим, у нас, кстати, новая графика теперь специально для вас, дорогие зрители, чтобы было более понятно. И это в реальном времени сейчас отображается, как судьи рассматривают этот элемент и какой уровень ставят. Да. Он может меняться в процессе, но пока только второй уровень у партнера на твизле. Ну, там не только второй уровень, еще, к сожалению, оценка судейская на данный момент минус 1,6. Это серьезная сбавка. Много теряют на этом элементе. Видели мы чистые прокаты в этом сезоне этого танца у ребят. И всегда хорошо его принимают, прежде всего, зрители, потому что всем известные хиты 90-х звучат на льду. И сдержанные были сейчас, да, тренеры так подрастроены, потому что старт мог бы быть чуть более бодрым. Ну, оценка 59-62 – это наша отправная точка на сегодня. Ценим мы эту пару не только за их ритм-танец, но и за то, какие они разноплановые ребята. Поэтому завтра удачи! На лед приглашаются Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин, Москва. Милана Кузьмина, Дмитрий Студеникин. Это уже школа Жук и Свинина. И непростой старт сезона выдался у Миланы и Дмитрия. Ученики Ирины Жук и Александра Свинина из-за ошибок в элементах стартовали в гран-при с 9-го места. Но пусть не обманываются конкуренты, потому что в программе под Майкла Джексона Милана и Дмитрий просто великолепные. Spend my life being a color. The way she came into the place, I knew right then and there
was something different about this girl. The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in motion. Классная Ну, вот это было постановка, здорово, да, действительно классный танец, и все в ритме, все в стиле, очень идет эта программа этим ребятам, и даже какое-то внешнее сходство у Димы есть, как будто бы с Майклом Джексоном, и в прическе, и в подаче. Много классных находок, именно этого мы всегда ждем от пар этого тренерского дуэта, от Ирины Жук и Александра Свинина. Всегда они отличаются вкусом, прежде всего, вкусом к тому, что они делают, к своей работе, к танцам на льду, к фигурному катанию. Всегда все выверено, очень интересно, много находок, классная хорео, танцевальная дорожка в конце программы. Ну и, в принципе, каких-то таких серьезных ошибок, как будто бы я вообще не заметил. Буквально пронеслись как ветер по льду юбилейного эти спортсмены, молодые. Пожелаем им удачи в будущем. Как ты уже говорил, да, действительно, сезон сначала не задался. Был в ритмическом танце допущена ошибка, падение Дмитрия, причем такое серьезное, что даже руку он сильно разрезал и докатывал такой в окровавленном костюме свой ритмический танец, но потом реабилитировались, с 9-го места уже на 4-е поднялись на следующем этапе Гран-при, чуть-чуть не хватило до тройки, завоевали путевку на чемпионат России, к сожалению, оказались только в первой группе участников, но тем не менее, я думаю, что сегодня у ребят скорее все получилось, чем нет. Могут быть они, я думаю, довольны своим катанием, так же, как и их тренеры, и, конечно же, болельщики, которые 100% в этой паре есть и в большом количестве. Яркие ребята, большие молодцы. Майкл Джексон, конечно, нетривиальный выбор музыки в этом сезоне, потому что очень многие в мире берут именно этого исполнителя. Но как по-другому, если мы говорим о танцах, потому что король танцев Майкл Джексон, его музыка самая танцевальная, как раз эпоха подходит, ритм подходит, почему нет? Так Почему бы здорово не они еще замахнуться? монтаж сделали вот этой, разных композиций. Он все время меняется, ритм, и они так здорово этот ритм отыгрывают, и танцевальные, и элементами, и они такие легкие, прям, как настоящие акробаты работают в каждом из элементов. Мне очень нравится эта пара. Куда махать? Куда махать-то? Конечно, такое количество камер сейчас в юбилейном благодаря Первому каналу, что да машите куда хотите, везде есть камеры. Ну, действительно, очень хорошо проработана здесь площадка для соревнований на таком подиуме. Наверху ребята сидят в кисенкрай, а не как мы привыкли где-то в уголочке за льдом. И обычно сразу перед твоей камерой стоит, а сейчас камера на другом конце льда вообще от тебя находится. И ребятам это непривычно, именно поэтому Дима и спрашивает, куда махать. Очень большие плюсы от судей для спортсменов, в том числе, обратите внимание, хорео ритм дорожка заключительная 3.64. Это очень серьезный плюс от именно судейской бригады. Ну, также хорошие плюсы и за другие элементы стоят. К сожалению, стационарная поддержка только 3-го уровня, хотя обычно они делали на 4-м, такой оригинальный, красивый элемент. Ну, они получают очень хорошие баллы и находятся на 1-м месте сейчас.
На лед приглашаются Алиса Абдуллина, А на льду Егор Петров. Алиса Абдуллина и Санкт-Петербург. Егор Петров. Это уже Санкт-Петербург. Мы отмечали еще на тренировках в том числе, да? Ты говорил, какое количество танцоров именно питерских здесь. Все говорят, нет в Питере танцев, а их очень много. Может быть, пары не так много, а самих родившихся в Питере спортсменов полно. There's no turning back for love. I think it's time to make the floor burn. The way you control my body mysterious. You touch me that way, my soul was when we say goodbye, there's no turning back. The way you control my body mysterious. There's no turning Y'all ready for this? Take your chance. Check it out. Take your chance. Check it out. Take your chance. Trouble dance. Travel dance. Travel dance. Еще один зажигательный танец, и публика довольна, в восторге, аплодирует практически полтанца. Этим спортсменам Елена Соколова, Кирилл Алешин были на ваших экранах, тренеры, семейные тренеры, можно сказать, мать и сын, руководят этой замечательной школой танцев в Санкт-Петербурге. Да, еще один зажигательный танец подарили нам сегодня наши танцоры. Под Two Unlimited выступали ребята под нарезку именно этой музыки. И сейчас прям такой чуть ли не круг почета делают по юбилейному ребята. Благодарят своих болельщиков. Баннер даже есть у них именной свой, как любит местная публика ленинградская своих спортсменов. Действительно, возродились танцы на льду в Санкт-Петербурге, и это здорово, что мы видим уже не один, а целых два дуэта тренирующихся в городе на Неве. К сожалению, мы отдаем себе отчет в том, что у ребят оценки пониже будут, чем у тех спортсменов, которые до них выступали, потому что, как уже было сказано, Кузьмина и Студеникин так случайно оказались в первой группе участников, да, потеряв там немножко рейтинга на Гран-при. И, конечно, есть кое-какие срывы, хотя вот Твизлов начали с очень бодрых 4-го уровня и с нормальными плюсами. Да, ребята вообще катались очень нагло, не стушевались.
как будто бы это и не чемпионат России, а чемпионат Санкт-Петербурга. То есть абсолютно уверенно, на хорошем ходу. Не было видно, что где-то дрожат они. Да, действительно, просто нужно расти, повышать свою технику владения коньком, реберность пресловутую, которая так важна в танцах на льду. Но в целом очень неплохое впечатление о себе они оставили. Я думаю, что в актив абсолютно точно можно занести это выступление ребятам. Плюс ко всему танец еще с юмором, да, их тренеры еще подталкивают к тому, чтобы немножко заигрывать с толпой, со зрителями, да, а это всегда придает настроение дополнительного спортсменам. К сожалению, вот в первой дорожке у них только базовый уровень судьи ставят по шагам и плюс очень небольшие. Поддержка вращательная третьего уровня. Ну и хорео, ритм-дорожка, которая не имеет уровней, оценивается Опять же, только да, одним уровнем, наверное, хороший плюс получается. Наверное, нужно еще раз напомнить, что вот нововведение у нас, правильно? Да, В что мы теперь трансляции, видим теперь всё. мы вам показываем все, как называются элементы, какие судьи за них выставляют уровни в реальном времени. Все теперь у вас на экране, не только с наших слов. Да, это очень удобно. Алиса и Егор на данный момент занимают последнюю строчку. И на льду следующие участники. На лед приглашаются Софья Леонтьева. Еще одна Даниил пара Горелкин, из школы Москва. Жук Свинина. Это Софья Леонтьева, Даниил Горелкин. Они тоже в первой группе, и тут тоже рейтинг ни при чем, потому что в Магнитогорске Софья Леонтьева и Даниил Горелкин были вторыми. Их программа под Рики Мартина зажигала и покоряла, но вот уже на следующем этапе Гран-при мы их не увидели. Была травма руки у партнерши, так что с возвращением!
Да уж, Дали жару, что называется, прям тепло стало в юбилейном от этого скорость сумасшедшая. да, зажигательного танца. Под Рики Мартина ребята показали свой ритмический танец. И, как мне кажется, что все у них получилось, и ребята довольны, обнимаются. Сложный получился сезон у ребят. Начали просто здорово с серебра первого этапа. Причем они серии тогда Гран-при. после ритм-танца даже лидировали. Да, и лидировали, были первыми после ритмического танца. Именно после вот этого, то, что мы Да. сейчас с вами увидели. А уже перед вторым своим этапом, где снова готовы были просто здорово, как говорят и сами ребята, и тренеры, но, тем не менее, случилась неприятная травма. Казалось бы, сначала просто порезала пальцы. Такое часто бывает у фигуристов и фигуристок, потому что есть такие у нас хваты за лезвие, и когда лезвие конька очень острое, действительно можно порезаться. И это очень часто с нами бывает. Но, тем не менее, началось заражение, пришлось сделать операцию. До сих пор до конца пальцы не сгибаются у Софьи. Мы видим даже, что катается она в таком бандаже на руке, в бинтах, потому что пока все еще дает о себе знать этот неприятный инцидент. Пусть он идет в прошлое как можно скорее, и пусть останется только все самое хорошее. Сегодня в Прекрасно, интервью ребята. Держите. Ирина Жук и Александр Свинин после тренировки утренней рассказали мне, что даже некоторые хваты в поддержках, в элементах пришлось ребятам поменять, потому что пока полностью рука не работает. У Сони, конечно же, только здоровье и очень яркий статный дуэт, как классическая российская пара, высокая красивая партнерша. Статный, красивый партнер и даже какое-то внешнее сходство с Рики Мартином у ребят. У Дани точно присутствует. Вот 4-го уровня Твизлы на ваших экранах с плюсами от судей, но не такими высокими. Балл 60 добавляют судьи к этому элементу. Но хорошие оценки на паттерн дорожки. 2.24 судьи прибавляют. Ну, просто в твизлах еще очень важна синхронность исполнения этого сложного элемента в танцах на льду. И если есть небольшой рассинхрон, то и Именно его больших, судьи и надбавок оценивают, от да. судей сложно получить. То есть технически на уровне они могут быть выполнены, но если там вот уже шероховатость, это к судьям. А также ценится у судей скорость выполнения, продвижения вперед, расстояние между спортсменами. Да, чем ближе спортсмены катаются, тем это ценнее, тем это лучше. Позиции должны быть очень близкими между партнерами. Огромный плюс за хореографическую дорожку заключительную. 4,5 балла от судей получают за эту ритм-дорожку. Прям очень хорошие оценки. Лиза Калугина, привет. Жанночка. Жанночка, мама, папа. Вся семья, люблю вас. Екатеринбург, привет, Москва. Софья Леонтьева, Даниил Горелкин набирают 75. И они на первом месте с опережением в 4 с лишним балла перед Миланой Кузьминой и Дмитрием Студеникиным. У нас новые лидеры. На лед приглашаются Ольга Федорова, Павел Драко. Ольга Федорова, Московская Павел область. Драко. Ольга самая молодая спортсменка в танцах на льду на этом чемпионате. Кстати, а самый молодой первым катался Дмитрий Щербаков. Ольга и Павел тренируются у Дениса Самохина, Марии Боровиковой, Николая Никонова в Балашихе. И они очень позитивные. Катаются под Бритни Спирс в своем ритме танца.
As long as there be music, we'll be coming back again. Такая история о том, как Бритни Спирс встретилась с Backstreet Boys и что из этого получилось. По-моему, одном очень концерте. классно. Да, на одном концерте, на фигурном катании в Санкт-Петербурге. Довольные тренеры. Ну так, Денис Самохин, конечно, не любит ярко выражать эмоции, любит стоять и серьезно смотреть на происходящее, но вот, тем не менее, видно, что он доволен прокатом. Кстати, так, мы следим за судейским протоколом, и я смотрю, что паттерн дорожка только у них и у Миланы с Дмитрием пока что оценена вторым уровнем, а остальные все только первым были. Да, даже вот у Софьи и Даниила. Интересно. Уже первым поменяли. Да, это очень сложно получить на дорожке с танцевальным паттерном уровень выше первого. Пересмотрели судьи свое мнение, но ничего. Но прецедент был обсуждать, это уже здорово. Значит, Да. близки на шажок ближе ко второму уровню, ребята. Это вот если у тебя первый, потом на базовый падает, это уже похуже. А когда со второго на первый не так страшно, потому что действительно очень сложный этот элемент. Вообще даже волосы у партнерши в цвет их костюмов. Насколько проработан образ и как проработан профессионально. Да, Ольга любит розовый цвет, это правда. Тоже, как мы видим, потеряла партнерша уровень на твизлах. Было это на наших экранах в левом верхнем углу. И вот как раз первая оценка – это оценка оценка уровня партнерши исполнения элемента. И вторая – это партнера. И 2-4, следовательно, 2 у Оли, 4 у Павла. Поддержка с вращением 4-й уровень. Тоже мы это видим на наших экранах. Зеленая зона – это GUI, это надбавки судьями за классно выполненный элемент. Почти балл получили ребята. Больше за эту поддержку. Мы очень Больше хорошо базовой знаем стоимости. эту пару. И вот нет было у тебя ощущения, что они в начале этой программы как чуть-чуть были как бы не в своей тарелке? Мне кажется, они ярче умеют это делать. Ну, на эту самом программу. деле, как начинать разминку, так и завершать ее довольно сложно. Привет. Не будем перебивать ребят, ведь они передают привет своим близким. И мы тоже присоединяемся и передаем привет всем болельщикам Ритм танца. Ольга наших Федорова, спортсменов. Павел Драков набирают 64,82 И они на третьем месте вслед за Леонтьевой, Горелкиным и Кузьминой Студеникиным. А впереди следующая группа участников. Спасибо. Встречаем на льду участников второй группы. Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, Москва. Варвара Жданова, Тимур Бабаев-Смирнов, Москва.
Софья Шевченко, Андрей Ежлов, Москва. Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Разрешена разминка. Совершенно потрясающим, конечно, образом оформлен и сам юбилейный, и все то, что происходит здесь. Организация чемпионата России на высочайшем уровне. И хочется поблагодарить и Федерацию фигурного катания на коньках России и Первый канал за то, что происходит вот такой сумасшедший праздник спорта, невиданный совершенно, как мне кажется, во всем мире. И следующие участники на льду: Елизавета Пасечник, Дарио Черезана, те самые пчелки, которые тренируются у Анжелики Крыловой, Людмилы Алексеевой. Очень интересная, яркая пара, которая тоже наверняка в этом сезоне заслужила большего. Точнее, даже не так. Могла бы, наверное, заслужить. Была бы достойна большего, потому что, ну вот, что-то не везет. Я их называю им немножко. возмутители спокойствия, потому что ты смотришь за их катанием всегда с замиранием сердца. Очень круто катаются, очень танцевальные ребята, но вот именно излишняя вот эта танцевальность, которая их захлестывает во время исполнения прокатов, порой заставляет их и ошибаться. И я им желаю на этом чемпионате, ну, прям во всей красе предстать и уже наконец справиться с этими эмоциями, со сложностью и показать свое лучшее катание. Абсолютно. И вот как будто бы их прямая противоположность — Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. Вот они в этом сезоне абсолютный такой и плюс старт, и эмоциональный, и технический, и всего добиваются, и идут вперед, и вызывают огромное количество позитивных эмоций, как я знаю, не только у зрителей, но и у специалистов, которые говорят: о, ничего себе, вон какие... Это шоумены, настоящие шоумены наших танцев на льду, и каждая их программа — это мини-спектакль и настоящий такой вызов фигурному катанию, потому что как на ледовом шоу ребята катаются, как на показательных выступлениях. Зал всегда в восторге. Абсолютно. Екатерина Волобуева, Ксения Румянцева их тренирует. И Андрей Филонов, в прошлом, между прочим, парник, тоже вот помогает ребятам в танцах на льду, тренирует. Так что не просто я комментирую танцы на льду, а еще и парники тренируют танцоров. Оправдался. Софья Шевченко, Андрей Ежлов. Это спортсмены, которые интересны хотя бы тем, какая у них непростая спортивная судьба. Приходили в спорт, уходили из спорта, обратно возвращались. Причем в какой-то момент Софья даже тренировала Андрея, потому что была более опытной спортсменкой. Она была победителем международного финала Гран-при среди юниоров, когда катался с Игорем Еременко, и вообще много выступала. А Андрей помоложе, но тем не менее вот встали в пару и выступают, и двигаются вперед совершенно сумасшедшим образом. Тренируются у Елены Масленниковой и Ильи Авербуха. Анна Щербакова, Егор Гончаров. Это, в свою очередь, ученики школы Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина. Вот настолько слаженная вот эта вот команда Екатерины, Ивана и Сергея, у них все настолько разложено, что я сегодня слышал интервью, которое ты брал у Екатерины, и что-то у нее спросил про постановку, по-моему, говорит: секунду, это не ко мне, это нужно к Сергею Плишкину. У каждого в этой группе есть четкая своя занятость, все знают до, видимо, малейших деталей скрупулезных, кто чем занимается. Ну, потому что у Кати очень классная команда, она подобрала себе. Супруг ставит программы, партнер, с которым
которым каталась в спорте, помогает ей тренировать всю жизнь бок о бок. Поэтому чисто семейный подряд. Все работает. Анна Коломенская и Артем Фролов. Это еще одни ученики Анжелики Крыловой и Людмилы Алексеевой. Раньше они катались у Боровикова и Самохина. Сейчас в этой группе, причем у Крыловой и у Румянцевой на этом турнире больше всего пар, по 3 пары. То есть они здесь самые трудоемкие, трудолюбивые, как им еще можно сказать. Передовики производства. Передовики, точно. Катаются Анна Коломенская, Артем Фролов. Тоже очень бойко в этом сезоне, но до пьедестала вот чуть-чуть не добрались. В Москве 4-е место заняли. Артем, бывший одиночник, который еще 5 лет назад четверные прыжки исполнял, а сейчас говорит, все, только твизлы я могу делать, но мы-то знаем, что наверняка еще может тряхнуть стариной. Бывших одиночников не бывает. Точно. А вообще еще в интересных фактах то, что он геймер и играет с кучей фигуристов, с Егором Рухиным, с Артемом Ковалевым в компьютерные игры. Может быть, это же тоже вид спорта. Можно потом перейти в другой вид спорта. А вдруг через какое-то время он тоже станет олимпийским, никто не знает. Что, брейкданс был же на Олимпийских играх в качестве официального вида, пусть и временно. Ничего. Итак, начнем соревнования во второй группе. Пасечник, Черезана. Выводят их серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира Анжелика Крылова вместе с Людмилой Алексеевой. Есть ощущение, что Елизавета и Дарио вот не случайно нашли друг друга в этом водовороте событий. И, как говорил Иван Васильевич, everybody dance now. Back with the bass, the jam is live and I'm best and I don't waste time. On the mic with a dope rhyme, jump to the rhythm, jump to the rhythm, jump. And I'm here to combine beats and lyrics to make you shake your pants. Say yeah, everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this. Party people in the house, move.
говорит сам Дарио Черезана, скучно в наших танцах точно не будет. И сейчас точно нам не было скучно, потому что просто с невероятной энергетикой ребята сегодня катались. У меня первые мурашки. Я Мурашки такое люблю. пошли. Я такое люблю в фигурном катании, когда вот так вот в едином порыве спортсмены с болельщиками танцуют, если мы говорим о танцах на льду, и катаются, если мы говорим о других дисциплинах фигурного катания. Это был действительно крутой танец, невероятная скорость, невероятная четкость выполнения элементов. Поработали ребята, и мы видели, все-таки было напряжение, потому что как закончила свою программу Лиза и сложила руки в такой молитве, что ли, что все-таки все сегодня получилось. Ну, наконец-то я сделала ту работу, которая должна была делать на протяжении всего сезона. Наконец-то ничего не случилось. Действительно, вот это уровень, вот это катание. Поздравляю ребят, поздравляю Анжелику, их тренера, весь тренерский штаб, и Люсю Алексееву, и всех причастных с этим катанием. Действительно было очень здорово, очень. Скажут что-то А интересное. какая культура болельщиков у нас? Плачут от счастья. Растрогались. Да, культура болельщиков у нас потрясающая. Целый особенно вокруг сектор этой оделся в пары. костюмы пчелок, поддерживая эту пару. Именно так называют болельщики этих ребят. И, это производная от фамилии Пасечник, и вот их называют пчелками. И вот оделись в таких пчелок, желто-полосатые костюмы, шапочки. И наши зрители, целых несколько рядов, и поддерживали очень бурно катание этих ребят. Классные твизлы, видимо, да, что оба на 4-й уровень с прекрасными GOE, с надбавками аж 2.40. Сложно сделанные, и насколько они хореографически танцевальные, обыгранные, да? параллельно, да, действительно классно. Ну, сегодня классный прокат, очень стильный. Хип-хоп — такая сложная, казалось бы, музыка, особенно для русского восприятия. Но здесь ребята абсолютно органичны в ней. Вообще не выглядит как будто как какой-то русский дуэт, да, такой своеобразный. Есть у них какое-то свое лицо. То есть не вот эта классика, когда там высокая партнерша, высоченный партнер, стать. А здесь просто симбиоз, гармония между ребятами, задор, невероятное терпение, невероятная такая командная работа. И это невозможно не оценить по достоинству. Мне очень танец понравился сегодня. Я не знаю, как передалась ли эта энергетика через экраны, но в юбилейном сейчас происходило нечто незабываемое. Сегодня это танец открытия для меня. Наконец-то в этом сезоне я увидел ребят вот такими блистающими на льду, блистающими. Молодцы. Потрясающий образ у этих ребят. А еще у Дарио, он очень любит автогонки, и у него такое впечатление, что он только что из кабриолета вышел. У него всегда такой взбаламученный вид. И сегодня он по-хорошему взбаламученный. Как здорово видеть людей в хорошем настроении в Киссинг-Край. И это опережение на 3,5 балла относительно Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина. Они впереди. Сделали, что должны были сделать, говорит Анжелика. Сколько И, конечно, эмоций. настоящее тренерское счастье, не только спортивное. Ну что ж, а сейчас, как всегда, что называется, готовьтесь. Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов со своим заразительным танцем. Идея музыки принадлежит тренерам Екатерине Волобуевой и Ксении Румянцевой. Они вот просто на тренировке включили трек Казанова и спросили мнение спортсменов. А Тимур сразу начал танцевать. И дуэт единогласно в тот момент одобрил этот выбор, назвав его прям конфеткой. И сейчас вы сразу поймете, что имелось в виду. Aladdin,
колесо, двери редко распахнутся вдруг. Я пойду, разорву ваш привычный круг, уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил вас. Казанова снова заводит меня, танец ночного огня. Снова заводит меня, танец ночного огня. Одинокий бродяга любви Казанова, вечный любовник и вечный злодей сердцеед. Но соблазнять не устану я снова и снова, так и останусь бродяга один Казанова. Здорово же, правда? Да здорово, здорово. Это уже который турнир к ряду. Ребята поднимают зал вот этим своим зажигательным танцем. Особенно, конечно, Тимур, ну и Варвара прекрасно дополняет эту зажигалку российских танцев на льду. Как будто бы не хочется смотреть ни на какие уровни, дуги, ребра, а просто плясать вместе с ребятами. То есть настоящий артист, настоящие артисты на льду. Очень классная находка эта программа для этих ребят. Абсолютно им подходит. И, конечно же, просто восторг. Восторг. Что наши танцы с нами сегодня делают? Казалось бы, только что пасечник Черезана. Просто какой-то невероятный прокат. И тут же выходят, катаются Варвара и Тимур. Казалось бы, после таких высоких баллов, 79 баллов получает предыдущая пара. Вроде бы надо тут и понервничать. Ничего подобного. Вышли, сплясали так. Сплясали. Это правда. Ну, они очень технично затаскивают публику в этот танец, потому что сначала это еще, когда про Аладдина, так все на минималках, а потом раскачиваются и пляшут все. У нас тут целый стол федерации рядом сидит, там все плясали, не говоря уже просто о публике. Дарят радость эти ребята зрителю, залу, украшение любого турнира. Но на уровне все равно смотреть придется. Если не нам, то судьям. Как минимум не достало с уровней в твизлах. Вместо 4-го не добрали, получили только 3-й, хотя и с хорошими плюсами. Но хореографическая дорожка получила очень большой плюс от судей, но это и понятно. Да потому что там, посмотрите, что творилось в этой дорожке. Да. Вот это на ваших экранах. Публика на повторах вновь да. взрывается овациями после повтора этого движения. Видимо, как тренеры восхищаются. Еще повтор такие классные. Спросить своих ребят. Невероятный прокат. Еще один к ряду мы видим. Как будто разгоняются наши соревнования вместе с танцорами. Круто, круто. Ну, кстати, паттерн дорожка на 2-й уровень у них прошла и с плюсом 2.24. Оценки на ваших экранах. Заключительная вращательная поддержка 4-го уровня, конечно же. И они на 2, почти на 3 балла отстают от Софьи Леонтьевой и Данилы Горелкина. И здесь пока занимают 3-е место.
На лед приглашаются Софья Шевченко, Андрей Ежлов. Поспать. Давно-давно Софья Шевченко и Андрей Ежлов хотели покататься под русскую музыку, вот что-то взять до боли свое. И сейчас их выбор оказался настолько удачным, что во время прокатов зрители на трибунах действительно подпевают, потому что это еще одни любимые треки из тех самых 90-х. «Ночь» и «Тополиный пух». Сплошные хиты сегодня. Я не буду говорить, что я все готов простить, и обид не помню я. Но ты же знаешь все равно, что в душе моей темно, если рядом нет тебя. Ночь, ожидание, холод, боль, словно я раскован, я ничего не вижу, сам себя я ненавижу вновь. Слезы ниоткуда в кровь, я кусаю губы, все, что мне сегодня надо, просто быть с тобой рядом. Ночь, что за странная свобода, от заката до восхода, ждать тебя, надеясь вновь. О, день, я прошу тебя, не надо, от восхода до заката, говорить мне про любовь. На свете мелом ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие звездные. Ты пойми, что первый поцелуй — это еще не любовь, что такое законность. Тополиный пух, жара, июль, ветер уносит в небо. Только ты не веришь никому, ждешь ты только снега, снега, снега. Тополиный пух, 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 тополиный пух. Тополиный пух, жара, июль, ночи такие умные, а соленый ветер с моря дул, унося с собою мысли грустные. Тополиный пух, гроза, белые хлопья снега, и любовь к тебе пришла этим снежным летом. Софья Шевченко и Андрей Ежлов. Еще одна программа, которая должна была быть от начала до конца праздником, но это не случилось на таком важном старте, как чемпионат России. И на таком важном элементе, на дорожке. И, к сожалению, конечно же, Сонечка здесь ошиблась. И это было видно, это было заметно. И хочется поддержать ребят, поддержать их тренеров. Тем более, что сегодня у одного из тренеров этого замечательного дуэта, у Ильи Авербуха, день рождения. Мы нашего маэстро поздравляем, передаем огромный привет. Илюш, здоровья тебе, держись. Ты сам был большим спортсменом, теперь и большой тренер. И мы рады видеть тебя всегда на соревнованиях. Приезжай. Ну, а то без тебя, видишь, ошибки случаются. Вообще легендарная личность. Личность, благодаря которой в том числе все то, что происходит в нашем фигурном катании российском, происходит и на телевидении, и везде. И то, что вот они собрались вместе с Еленой Мальцниковой в свое время работать вместе, двигаться вперед. И такие интересные у них решения, интересные программы. И сегодня такая неудача. Ну, не назовешь подарком на день рождения, но
Зато посмотрите, как жвачкой угостила в начале Да, программы. отличная программа, Очень много потрясающая. таких мини-находок в хореографии, которые можно отмечать в течение всего танца. Лена В Масленникова, конце концов, большая сальто. придумщица. И Илья Вербух, тоже известный всем креативщик. Ребята готовы выполнять любую прихоть своих тренеров, любой вызов принимать. И даже сальто покоряется этим спортсменам в конце программы. Видишь, еще на твизлах у Софьи уже были Да, такие на второй помарки, серии да, там ножкой чуть-чуть, ножка упала. Я тоже это съехали на заметил. второй уровень. И И судьи, техническая бригада, подумал, к сожалению, будет ли заметила. это ошибкой. И, к сожалению, да. Потом такое потрясающее вращательное вращение на 4-й уровень и Вращательное вращение, вращательная поддержка. вращательная поддержка. А вот и твизлы тавтология. в Да, дорожке. Да. И с твизла в дорожке, к сожалению, вот так оступилась, назовем это так, Соня. И дальше хореослайд был, и вот уже один выполнял партнер. Ну и вот она, танцевальная дорожка. Здесь все было здорово. Очень забавно, динамично. И финальная точка, коронная сальто Андрея Жлова. Да, Единственный, кто делает из танцоров этот элемент. Рассказывала Софья, как Андрей давным-давно хотел бы сделать сальто, и когда это разрешили, наконец-то он стал первым, кто с удовольствием это сделал. Да, не могут найти камеру, но она следит. И, конечно, Софья очень сильно обескуражена, разочарована. И Елена Масленникова было видно, как она расстроена. Это, конечно же, очень невысокие оценки. Для них сегодня катастрофически невысокие. На лед приглашаются Анна Щербакова, Егор Гончаров, Москва. Такая тщательная разминка в исполнении Екатерины Рублевой. А на льду Анна Щербакова и Егор Гончаров. Музыку для этой программы предложил хореограф Сергей Плишкин. Идея родилась, когда они возвращались с финала Гран-при в Красноярске, где выиграли бронзу. И пара согласилась сразу же, так как трек показался им, как ты думаешь, каким? Глубоким. Вот как двигалась эта картина. Я был как художник, лепил из пластилина любовь, которую, как мне казалось, я выдумал сам, и она получалась. Цвета те, которые мне не давались, я взял их под сердцем, они там валялись, так нет, не пылились, их просто не брали. Цвета едкой боли, любовной печали, цвета цвета крови, бегущей по венам, цвета цвета крови, бегущей по венам. Они так стонали, они так кричали, я чувствовал телом. Вроде того бы теле не быть, я хотел бы знать как. Вот в чем вопрос, как бы мне тебя бы не убить, не любить тебя как. Вот где ответ, вот как битва покажет, где больно, равно как соль. Любовь, да, рама джага-джага, рама джага-джага. Вот как битва покажет, где больно, равно как соль. Любовь, да, рама джага-джага. На равно как соль, да. Рам-дам-дам-дам-дам.
Анна Щербакова и Егор Гончаров под музыку Михея и Джуманджи. Туда и про любовь. Щербакова, Егор Да, Гончаров. представляю, какое напряжение было у ребят закрывать такую яркую разминку. Ты знаешь, у них очень Но, тем не подходит менее, программа очень для этого, потому что классно она справились. начинается так вот медленно раскачивается сначала, а потом выходит в такой серьезный ритм. И мне кажется, это после вот таких вот ярких переживаний вполне себе удобно. Ну, не нам, конечно, судить, что там происходит у ребят внутри. Они бронзовые призеры Омского турнира. Отлично там выступили. На чемпионате России они пока выше 8-го места не поднимались. Но вот посмотрим, что будет в этом сезоне. Начали свою программу с отличных твизлов, которые заслужили и у технической бригады, и у судей сплошное одобрение. То есть 4-й уровень и 2 балла плюсов. На очень близко был исполнен этот твизл. Прям на очень хорошем расстоянии. Обожаю смотреть на то, как в замедленном повторе танцоры дают такие вот эмоции, реакции. И тренеры их все И тренеры в ритм качают, да, весь вместе со стадион. спортсменами. Очень хорошо, конечно, удался им этот танец. Единственное, вот вращательная поддержка заключительная сейчас на пересмотре. И не подумали ли судьи, что там, может быть, не хватило полвремени? Нет, все, техническая бригада ставит 4-й уровень. Судьи ставят балл 44 плюсов. Также паттерн-дорожка с хорошими плюсами. Но и больше всего плюсов, конечно, в хорео-дорожке. Почти 5 баллов плюс они получают. И дорожка со средней линией 3-го уровня. Прямо очень высокие оценки от технической бригады, от судей. И остается только понять, За исполнение ритм танца Анна Щербакова. остается Егор понять, на Гончаров каком они набирают месте. И они 76,76 чуть балла. уступают Елизавете Пасечник и Дарью Черезана. И такое количество мощных спортсменов остается позади. Анна Щербакова и Егор Гончаров на 2-м месте на данный На лед момент. приглашаются Анна Коломенская, Артем Фролов, Москва. Анна Коломенская, Артем Фролов. Для ритм-танца выбрали суперхит 90-х немецко-тринидадского певца Хадауэя «What is Love?». Ну, кто же не знает, но вопросом задаваться мы не перестаем.
Несмотря на то, что хиты 90-х это такая единая тема для ритм-танца в этом сезоне, но все танцы такие разные, согласись. Прям нет двух одинаковых, или даже похожих нет. Да, действительно, каждая пара отличается, и одна лучше другой. Мне вообще сложно даже уже отдать кому-то свое предпочтение зрительское, комментаторское, потому что как будто бы практически у всех все сегодня получается. Как будто каждый из спортсменов катается на максимум за небольшим, да, там, исключением. И сегодня, конечно, танцевальный турнир прямо классное начало чемпионата России, как я считаю, потому что наберет он ход, и к 4-му дню, я думаю, уже ладони зрителей будут отбиты, голоса сорваны. Да. Потому что поддержка невероятная сейчас юбилейному, и спортсмены под стать этой поддержки катаются. Огромные, огромные молодцы. И, как всегда, стиль, как всегда, выверенное каждое движение. Это то, что отличает пары Анжелики Крыловой. Так, сказали быстренько, надо туда проходить. Людмила Ребята Алексеева. растут, действительно растут от турнира к турниру. И как не расти, когда ты соприкасаешься на тренировках с такими мастерами, как Пасечник Черезана, Кагановская Некрасов. Ты видишь это, учишься. И, конечно, переход из юниоров во взрослые дается гораздо быстрее и легче, когда есть на кого равняться, когда есть на кого смотреть, с кого брать пример. Ну, я очень рад, что у Анжелики такая вот тоже работа ведется мощная, тренерская, и что так много у нее пар на чемпионате России, и так много всего получается, и какое-то нашли единение вместе с Людмилой Алексеевой, там, два поколения, да, кто-то помоложе, свежая кровь тренерская вливается, а это, кстати, тоже очень важно. Ну и на что нам обратить внимание? Поддержка 4-го уровня с самого начала на твизлах, не без ошибки у партнерши прошло, и поэтому только 3-й уровень у нее, 4-й у партнера. Ну, мы, конечно, можем подчеркнуть, что у предыдущих выступавших спортсменов повыше были плюсы, судя по тому, что мы видим сейчас по судейским оценкам. Вот они на ваших экранах. И какое место ребята займут? Такой вопрос. Но катались они сегодня действительно очень хорошо, очень эмоционально. Зал качался, все всем понравилось. Но какое-то напряжение чувствуется. Да, да, и это 70 баллов, а это 9 баллов отставания от Елизаветы Пасечник и Дарио Чередзана. Но сегодня Лиза и Дарио, конечно, были вне конкуренции до выхода сильнейших спортсменов. Так что пока они прям лучшие из лучших. 79 баллов — это очень хорошая оценка. Итак, 2 группы участников покинули. Ну, совсем лед, скоро, и мы уже перемещаемся буквально в студию. через каких-то 15 минут после окончания заливки ледового пространства на лед выйдут следующие танцевальные дуэты. Ну а сейчас, конечно, хотелось бы использовать с пользой эти как раз 15 минут, поговорить о том, чем мы восхищались в ритм-танцах тех спортсменов, которым уже довелось выйти на этот лед. Кстати, уважаемые телезрители, для тех, кто не особо знает не о правилах сейчас речь, а о том, к чему стремятся спортсмены, выступая под ритм-танец. Это музыка или танцевальные стили настроения 90-х годов. То есть в 90-е нужно выбрать те хиты, которые правда заводили бы зрителей. И, на мой взгляд, в данный момент по нарастающей идет это внутреннее давление на мозг, потому что ты пытаешься впитать каждую секунду и каждое движение того или иного спортсмена. Ой, Леш, ты абсолютно прав. Я не знаю, насколько по-настоящему растет давление, но то, что зритель просто в восторге от заданной темы ритм танца в этом году, это 100%. И давайте мы послушаем, что говорят сами спортсмены после своих коротких прокатов, и поделятся своими эмоциями. И Софья Леонтьева и Даниил Горелкин сейчас появятся на ваших экранах.
Ребята, во-первых, конечно, спасибо огромное вам за достойное выступление. И я, в принципе, очень рад, что вы доехали, что называется, до чемпионата России, поскольку мы, все болельщики, знаем, Софья, что у вас была в этом сезоне неприятная травма руки. И в связи с этим вопрос, как проходила подготовка. Ну, опять же, мне непонятно, как можно, допустим, тренировать некоторые поддержки, когда рука только заживает. Вот как подготовка у вас это проходила? Меня как только выписали из больницы, я сразу же на следующий день вышла на лед. Сначала мы катались там по одному, что-то пытались сделать в паре, просто модернизировали немного позиции, держались за локоть, за плечо. Наверное, недели 2 мы не делали поддержки вообще, то есть какие-то подъемы, перевороты, да, но вот, допустим, какие-то сложные поддержки нет. Потом начали это все нарабатывать. Ну, конечно, подготовка проходила очень нервно, непросто, но это, наверное, лично мое ощущение, то есть внутри пары мы держать все равно какую-то гармонию, легкость, чтобы все-таки приехать на этот чемпионат России. Мы безумно рады, что мы сейчас выступаем здесь. Да, я полностью согласен. Подготовка была, как сказала Соня, напряженной, достаточно нервной, потому что до сих пор мы не можем держать нормально некоторые позиции, потому что рука еще до конца нормально не работает. Вот. Ну и несмотря на это, результат вроде хороший. Вот если даже сравнить с Магнитогорском, 75-61 было там, сейчас 75-90, даже баллы выше. Ну, довольны? Но можно сказать, что мы довольны своим катанием. Да, первое ощущение – это вот как раз-таки легкость и радость, то, что мы прокатали без каких-то видимых ошибок и старались набирать ход, делать все элементы на максимум, насколько это возможно. Дальше уже будем пересматривать, смотреть уровни и так далее, разбирать все с тренерами. Но... Да, по оценкам больше к тренерам вопрос. Мы лишь только катаемся и кайфуем. Я думаю, вы прекрасно знаете, чем вы влюбляете в себя болельщиков, чем их восхищаете. Я процитирую. Высочайшая скорость, синхронность, энергия через бортик, а самое главное – легкость. Это как раз было, болельщики писали после проката в Магнитогорске. Вот чтобы вернуться к этому, сколько времени нужно? Можно ли это уже в произвольном танце увидеть? Это видно было сегодня в ритмическом танце и будет видно в произвольном танце. Да, работаем над этим, всегда работаем. Именно это и подкупает всех, как вы только что и доказали. Поэтому стараемся максимально быть легкими, воздушными. Еще раз спасибо, чистого вам проката и получайте удовольствие от того, что вы делаете. Спасибо. Спасибо большое. Это были Софья Леонтьева и Даниил Горелкин. Они на данный момент занимают текущее 3-е место. И вы знаете, очень приятно было услышать слова поддержки друг другу, потому что все прекрасно знают, все эти люди, которые так или иначе включают телевизор и смотрят фигурное катание, что же происходит с травмой Софьи Леонтьевой. И, судя по всему, все хорошо, все в порядке. Конечно же, их танец увлек за собой. Дальше будет уже более подробный разбор. Но приятно, конечно, вновь скажу, было слышать о том, что все в порядке. И, собственно, пара готова ринуться в бой уже в произвольном танце. Ну, а у нас есть следующая пара, которая готова поделиться своими эмоциями. Леша, объявляй. Слушайте, эти эмоции просто зашкаливают. На самом деле, на мой лично непрофессиональный взгляд, именно такими и должны быть танцы. Когда на льду появляется Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, то просто ты не можешь думать ни о чем другом, потому что это и есть танец. Танец, когда ты своей головой, своими мыслями хочешь откинуть все в сторону и выброситься туда на лед. Неважно даже в каком роде, в какую игрушкой или цветочком. Жаль, это запрещает правила безопасности. Да, к сожалению. Ну вот давайте послушаем несколько слов от этой прекрасной, на мой взгляд, очень талантливой пары. Ребят, поздравляю вас с крутым прокатом. И вы знаете, ваш дуэт для меня это просто какой-то символ ныне редкой верности, когда один человек дождался другого в тяжелейшем прошлом сезоне. Поэтому вопрос, наверное, такой. Радость ли это и победа ли это, что мы вообще сейчас здесь находимся и выступаем, и тем более делаем это круто? Конечно, это очень большая победа для нас, потому что если отмотать время в прошлый сезон, когда я готовилась к операции, когда мне врачи не давали гарантии вообще, что я смогу кататься, то, что мы вышли, то, что Тимур меня дождался, то, что мы поставили программы и сейчас выступаем, это, конечно, большая радость. Для меня это не совсем победа, я просто знал, что так будет. Только я узнал про аварийную операцию, у меня не было сомнений, там ждать, не ждать. Я решил, буду ждать, буду кататься. И дождусь, и дождался, и вот мы выступаем.
Было ли волнительно на первом за долгое время таком крупном старте? Ну, мне кажется, точно так же, как и на этапах. Всегда, конечно, присутствует волнение, такой небольшой мандраж, но это скорее приятное волнение, такое предвкушение перед чем-то большим, масштабным. Да, какой-то внутри так ожидание, если можно так сказать. Ты хочешь выступить на таком крупном старте, с такой публикой, с такой организацией, и это как-то тебя отстегивает изнутри, и ты вот ждешь, и вот ты тут получаешь эти эмоции. Так, если на сегодняшний день объективно, сегодня был максимум, вы на 100% довольны? Мы довольны, но я думаю, что это еще не максимум. Да. Мы еще покажем больше. Тогда уже в ближайшем выступлении желаем вам расти над собой, и пусть Спасибо. выступление Спасибо будет большое. чистым. Спасибо. Спасибо. Это были Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов. На данный момент они занимают 4-ю строчку. Ну а сейчас давайте послушаем несколько слов о своем прокате от пары, которая на данный момент занимает 2-ю строчку. Это Анна Щербакова и Егор Гончаров. Ребята, я вас поздравляю с лучшим выступлением в сезоне. Мы смотрели, естественно, со стороны, и для нас это было на одном дыхании. Было ли на одном дыхании для вас оно сегодня? Спасибо большое. Да, мне кажется, что сегодня действительно получилось неплохо. Мы с каждым стартом старались прибавлять и техническую составляющую. Конечно же, главное для нас это эмоционально. И в этот раз действительно, мне кажется, у нас получилось. Да, после этапов поработали на взаимодействие в паре, над дуэтностью. И мне кажется, мы сегодня показали свои труды. Аня, я вспоминаю этап Гран-при в Омске, и вы там, у вас на лице было написано, что вы волнуетесь. Сегодня такого не заметил. Откуда спокойствие на главном старте? Все зависит от подготовки к стартам. Подготовка к Омску у нас прошла не очень, все время что-то не получалось. И, соответственно, мы на соревнования приехали немножечко с опасениями. А тут подготовка прошла хорошо, мы чувствуем уверенность в себе, в друг друге, и, соответственно, волнение уменьшается. Теперь получается день паузы перед произвольным танцем. Как этот день нужно провести, чтобы задор, настрой сохранить? Да, погулять, вкусно покушать. И Петербург прекрасный город, поэтому, я думаю, мы воспользуемся этой возможностью, сходим на тренировочку и в субботу с новыми силами к произвольному танцу. Бороться. Вкусно покушать — это правильно. Желаем вам удачи и чистого проката. Спасибо большое. Это были Анна Щербакова и Егор Гончаров, которые пока что 2-е. Но у нас есть текущий лидер. Текущий лидер – это Елизавета Пасечник и Дарья Чезана, спортсмены, которые не так чисто проводят этот сезон. И мы видели череду прямо неудач на некоторых этапах Гран-при. Но сегодня абсолютно иной день для этих спортсменов. Чистейший прокат. И, собственно, логически отсюда выходим. И оценки, баллы, которые впервые... 79,37 балла. Это практически 80 для танцев на льду, для 2-й разминки. Причем не сильнейшие разминки. Это очень и очень высокие оценки. Ну, а для самих спортсменов это их личный рекорд в этом ритм-танце. Но я очень рад, что все сложилось удачно. Дальше, конечно, будут произвольные программы. Да и, собственно, впереди еще много дуэтов, которые навяжут борьбу тем, кто сейчас возглавляет турнирную таблицу. Ну, напоминаю, все-таки это лед, он бывает скользким, и порой бывают какие-то ошибки, шероховатости, которые не дают той или иной паре раскрыться на 100%. Но я предлагаю послушать, что же ребята сказали после проката. Ребят, мои поздравления с классным прокатом. Все, что хочется воскликнуть. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Рассказывайте, как удалось нащупать эту уверенность, стабильность и драйв. Ну, мы старались все-таки при любых сложностях не терять уверенность. Поэтому она всегда была с нами. Но просто большее количество повторов, бесконечные прокаты, усиленные тренировки. В целом, как раньше. Но сейчас подошли к этому с большей головой. И, надеюсь, все получится. Да, я полностью согласна со словами Дарика. Мы, правда, были уверены в том, что мы способны показать гораздо больше, потому что мы знаем, какие прокаты мы выполняем на тренировках. И каждый раз хотелось продемонстрировать действительно именно то, что мы наработали. Но, к сожалению, случались какие-то инциденты в моем исполнении, и мы начали больше с Дариком вести диалога по поводу рабочих моментов.
лично я стала больше прислушиваться к состоянию своего тела, потому что на каждой тренировке мы проделываем совершенно одинаковую работу и вкладываемся каждый раз на максимум. Но, видимо, было необходимо что-то поменять. И вот мы нашли способ, слава богу. Я так перед выступлением на ваши лица посмотрел, у меня было абсолютное ощущение, что Дарио излучал сегодня какое-то спокойствие и доверие. Ощущали ли вы, Лиза, это? Был ли он таким стержнем? Да, Дарик сегодня был совершенно спокоен, и он мне признался об этом в самом начале, когда я, в свою очередь, нервничала, но как только мы вышли на разминку, в один момент меня резко переключило, и я понимала то, что я нахожусь там, где я хочу находиться, и у меня как-то получилось перебороть волнение и выйти на уровень спокойствия, и во время проката я получала огромное удовольствие. Это правда так, и это очень круто. Я желаю вам схватиться за эту уверенность, за этот драйв, за эти эмоции и спокойствие. И пусть у вас все получится и в произвольном танце. Спасибо огромное. Спасибо. Благодарим нашего коллегу Игоря Прутникова за эти прекрасные интервью, за первые пойманные эмоции после проката. Ну а это были текущие лидеры. И сменятся ли они, мы узнаем с вами совсем скоро, потому что буквально через 5 минут на этот лед выйдет сильнейшая разминка, и там будет действительно горячо. А если быть точнее, то 17:39 как раз ворота, открывающие путь возможно, потенциальным будущим лидером ритма танца откроются, и все. И начнется вновь, вернее, продолжится это таинство. Мне очень понравилось, как Елизавета общалась с Игорем Прудниковым, говоря о том, что вот Дарик излучал какую-то энергию такая, и слава богу, что мы нашли те моменты, которые подставляли, можно так сказать, подставляли эту пару на соревнованиях и не давали раскрыться в полной мере. И пусть вот эта улыбка, которая всегда на лице у Дарика, окажется у каждого зрителя, который находится сейчас в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный». Звучит как новогоднее поздравление. Ну а мы вам желаем не переключаться и продолжать смотреть и следить за фигурным катанием на Первом. Ну а после разминки сильнейших мы вновь встретимся здесь, в нашей уютной студии, для того, чтобы пообщаться уже с лидерами ритм танца. До встречи!
Встречаем на льду участников третьей группы. Екатерина Рыбакова, Иван Махноносов, Москва. Елизавета Шичина, Павел Дрозд, Москва. Екатерина Миронова, Евгений Устенко, Санкт-Петербург. Александра Степанова, Иван Букин, Москва. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Так, на льду заключительная группа участников, список которой находится на ваших экранах. И, конечно же, это волнение, это напряжение сейчас в каждом из нас, в каждом, кто ждет, как будут развиваться соревнования. Конечно, у всех у нас есть свои какие-то любимцы, есть те, кого мы... Не то, что мы кого-то не любим, а кого мы любим, может быть, чуть больше, да, есть какие-то фанатские объединения, болельщицкие, и сердце из-за этих спортсменов бьется еще чаще. Но те люди, которые находятся на льду, те люди, которые находятся в гуще этих событий, этих соревнований, они абсолютно уникальные все, они потрясающие, они красивые. И мы сегодня продолжаем наслаждаться фигурным катанием, ритм-танцем. Первыми в этой группе будут кататься Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, ученики Светланы Алексеевой и Елены Кустаровой. И вот тренерский штаб на ваших экранах. Второй сезон на взрослом уровне они проводят, но уже штурмуют пьедестал, что называется, навязывая борьбу лидерам сборной. Вслед за ними выйдут на лед Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Павел очень взрослый, опытный спортсмен, 30 лет ему, старше только Букин. Тренируется у Ксении Румянцевой и Екатерины Волобуевой. Причем у Павла день рождения был 14 декабря, вот только что. Надеемся, что сделает себе подарок какой-нибудь в виде хорошего результата, высокого места на чемпионате России. Почему нет? Для Елизаветы этот сезон возвращения после серьезных проблем со здоровьем, была операция. Павел ее, конечно, поддерживал в этот непростой период. Такие вещи, как ни странно, иногда даже вот больше сплачивают дуэт, что ли, заставляют двигаться вперед, вместе выкарабкиваться. Не дай бог, конечно же, но вот мы помним, как вот справа от нас сидит президент Федерации Антон Сихрулидзе, как он вытаскивал Лену в те времена, и каким единым организмом они были и добились таких выдающихся успехов. Поэтому всем здоровья и всем успехов. А на ваших экранах Екатерина Миронова и Евгений Устенко, питерская пара, тренируется у Елены Соколовой, Кирилла Алешина. Такой прям мощный семейный коллектив. И пара очень интересная. Настолько они дерзкие, вызывающие в ритм-танце, и настолько они хрупкие в этой своей произвольной программе. За ними интересно наблюдать. И, конечно, когда в Омске случилась у них эта победа, она была абсолютно заслуженная, уместная. И это было весомое событие и для них в том числе.
что говорить про Александру Степанову и Ивана Букина? Нужно встать поаплодировать, да, вместе со всеми, все их приветствуют. Я не знаю, существуют вот какие-то волшебные люди, как и ты, в том числе, Максим, которые на льду почему-то чувствуют себя увереннее даже, чем на полу, мне кажется. Как вам это удается, непонятно. Он же скользкий. Вот ты смотришь на Степанова и Букина и обалдеваешь от того, как они стоят на льду. Едут. Несутся, они не стоят, летят. Они скользят, парят и радуют глаз своим катанием. Я, если честно, очень жду опять их выступления, потому что всегда смотреть за такими мастерами своего дела – это особенное удовольствие. Ты как будто бы даже не переживаешь и не волнуешься, когда смотришь на них, а просто смотришь и наслаждаешься, ищешь какие-то моменты, которые тебя могут зацепить, увлечь. То есть эту пару даже разбирать не хочется, их катание разбирать не хочется, потому что действительно классный дуэт. Ну а в завершении группы сегодняшних соревнований в танцах выступят ученики вот этой тренерской группы: Алексей Горшков, Екатерина Рязанова, Анжелика Крылова. Это будут Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которых, ну, можно ли, вот ты сегодня брал интервью с утра, да, у танцоров, разговаривал, все-таки есть какое-то мнение, может Василиса и Максим составить конкуренцию Степанову и Букину, или это даже теоретически невозможно? О, Татьяна Анатольевна и Рома Костомаров, наши любимые, дорогие, прекрасные. Легенды здесь, в Санкт-Петербурге, юбилейном. Да, люди вдохновляющие и двигающие вперед эту планету. Иван Махноносов, Москва. Поговорим о раскладах потом, да, а сейчас ринемся в соревнования. Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов для ритм-танца в стиле 90-х выбрали роковую тему, что для них, по признанию самой Екатерины, было очень необычным экспериментом. Но быть оригинальными, нетривиальными, идти на риск — это вот для них как раз и есть обычное дело. Джон Бон Джови играет.
of rock and roll. Ну что ж, еще один классный прокат нашего молодого дуэта. И действительно яркая эта программа, яркая музыка Бон Джови. Нетривиальный выбор музыки, потому что действительно роковых композиций сегодня, как мне кажется, еще не было, как мне помнится. И тут ребята, конечно, тоже соригинальничали. Ну и всегда я отмечаю, что вот именно эту тренерскую группу и Светлану, и Лену отличает только то, что их спортсмены очень чисто делают элементы. Технически выше всяких похвал катаются. Да вот если посмотреть Руслан сейчас Алексеев, Елена Кустарова, мама и дочь. Протокол ни одного пересмотра. Да, потому что все предельно ясно. Все предельно ясно, все предельно чисто. И никогда не вызывает вопросов. И еще всегда отличают очень интересные находки акробатические в программах. И вот здесь мы и в концовке, и в хорео дорожке, в танцевальной увидели настоящую акробатику. Очень много интересных элементов, таких рискованных и опасных, и не совсем привычных нам в танцах на льду. В том числе благодаря сотрудничеству с Денисом Ионовым из акробатики. Братья Ионовы работают с 2 тренерскими коллективами у нас в фигурном катании. И благодаря этому, конечно, результат прям виден, очевиден. Как смотрите, как параллельно вошли, да? твизлы, да, сложный вход. И как один человек делают они этот элемент. Конечно же, сразу же мы видим и на экране и уровни, что 4-го уровня оба партнера получают, еще и с хорошей надбавкой. Да. А когда они исполняли это вот здесь перед нами, было ощущение, что они вообще вплотную это делают, потому что, ну, линия была взгляда параллельная. Удачный счет. Это что же надо выбрать удачное место, как исполнить элемент, чтобы он был максимально эффектным. Хороший драйв. Посмотрите, какой кувырок через партнера с опорой на его ботинок. Все это придумано и придумано здорово. Ну и реакция спортсменов. Класс, что тут скажешь? Чемпионат России. Всем привет. И такой Всем прокат. привет нашим тренерам. Всем спасибо. Все в зеленой зоне, понятное дело, абсолютно. Были сегодня какие-то оценки и повыше, но эти оценки очень хороши, в том числе, поэтому их отставание от Щербаковой и Гончарова минимальное. Ну, от Пасечник и Черезана на 3 балла примерно они отстают. Сейчас занимают 3-е место. На лед приглашаются Елизавета Шичина и Павел Дрозд. Вот когда идет речь о музыке, воспоминания о 90-х, это чаще всего романтика. Ну а что еще помнить? Конечно, первую дискотеку, клипы по телевизору, шуршание радио. Первое окно в западную жизнь, которое дало надежду, засосало, сладко обмануло, но привкус-то остался. Елизавета Шичина и Павел Дрозд под пение «Ля Буш» и «Аква» в ритм танца.
fighting is it's my life. It's my life. It's my life, my body. 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 It's my life. Но это не Beautiful Life, это Beautiful Dance, потому что еще один танцевальный дуэт буквально в восторг ввел публику юбилейного, который здесь сейчас люди пришли на эту арену, точно не пожалели о том, что посмотрели сегодняшние ритмические танцы, потому что, ну, правда классно, правда очень задорно, на скорости, мастеровито. Ох, бедные наши судьи, как же им тяжело вот это выставлять, высчитывать. Да ничего, не ставят, кнопку нажимают. Не сложно, плюс-минус, думаешь? плюс-минус. Мне кажется, все равно сложно. И Думаешь? ответственно. Ответственно, это правда. И меня поразило то, какую сумасшедшую скорость они набрали перед поддержкой. Они вот так вот мимо нас проезжали, прям, ну, как конькобежцы буквально. Очень скоростная пара. И очень классное сегодня выступление. Дорогие тренеры встречают объятиями и поцелуями за такой танец. Очень эта пара отличается вот еще какими-то ростовыми параметрами. Такие они прямо высокие, изящные. Да нет, красивая пара, безусловно. И Паша яркий, опытный, абсолютно прекрасно себя чувствующий на льду партнер. Вот это вот поддержка. Они так на нее разогнались. Поддержка на самом деле такая из парного катания. У нас есть такой выход в поддержку верхнюю. И вот здесь он на середине как бы остановил партнершу, потому что в танцах нельзя на вытянутую руку поднимать над головой. И ловко придумали, позаимствовали из парного катания. Банан она у нас называется. Вот, и здесь такой Это такой бананчик. Красивый, изящный, стильный. Но выполнен с кораблика. Кстати, тоже можно присмотреться парникам, кто эту поддержку выполняет. И это будет сложный ход. Интересно. Итак, танцы с парами помогут друг другу в находках. Классно сделаны твизлы с такими, с таким интересным переходом от одного твизла к другому, хореографическим. Все максимально тщательно продумано и сделано. Ой, какая прелесть. За хореоритм-дорожку заключительную получает 4,5 балла. Один из высочайших плюсов сегодня. И очень плотно вот результаты со 2 по 6 место. Да, и сейчас Елизавета Шичина, Павел Дрозд на 5 месте, но разница с результатом Леонтьевой, Горелкиным, Рыбаковым, Махноносовым, Щербаков, Гончаров практически небольшая, очень маленькая. Так что пусть вас не смущает 5 место, надо считать баллы. А впереди выступление питерской пары Екатерины Мироновой и Евгения Устенко. И уже трибуны неистовствуют. Триумфаторы Гран-при Омска в ритм-танце катаются под музыку Хорни 98. Would You? Этот выбор музыки подчеркивает их репутацию креативной пары, которая не боится экспериментов, естественно, в рамках дозволенного. Итак, взорвите родные стены, ребята.
find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. Kiss me on the lips, touch me. Let's go straight to number one. I'm horny all night long. 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 You got me horny in the morning and you know. I tried to call you but I can't find your telephone. And I can't wait for you. All the things you make me do. My heart is ringing so I'm singing this song for you. I'm horny, I'm horny, horny, horny tonight. 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 Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Ну что ж, буквально очень уверенно, отдались этому по-домашнему. танцу. Да, по-домашнему. Родные стены-то помогают ребятам. Приходите со своим, это называется. Екатерина Миронова, Евгений Устенко. Молодцы, поздравляем. Очень этот ритм, танец необычный. Вот и сама его и компоновка, и ритмичность. Такой вот он нетривиальный. Вроде бы тот же самый хит 90-х, но не просто какая-то попсовая, да, композиция. Потому что, ну, она же даже когда создавалась, эта композиция, она имела в виду какую-то психологическую подоплеку. Кстати, вот в команде у них еще Татьяна Свидлова, это психолог штатный у этой команды, который работает с ребятами, с их уверенностью перед выступлениями. Получают отличные уровни практически на всех элементах. Вот в твизлах оба 4-х уровня. Уверенно их делают. Три секции выдохнула тренер и мать. Вот это, наверное, Елена самое Соколова. сложное. Тут тренер-то очень смотреть сильно и волнуется. страдать. Если ты еще и мама, я себе не представляю. Невероятно. Еще и за своего ребенка переживаешь, не только как за ученика. Поэтому, конечно,
Может быть, и Лене нужен психолог даже больше, чем ее А спортсменам может быть, на она с ней и соревнованиях. работает. Мы не знаем, как там это происходит внутри команды. Вообще, в современной жизни, ты же знаешь, психолог нужен всем. Кроме тебя, Максим. А я Кроме сам по тебя. образованию психолог. Поэтому я себе не нужен. Так, супер оценки. Вы видите плюсы и за первую дорожку, где только второй уровень был у Екатерины, но тем не менее 3,14 плюс от судей и 4,71 за хореографическую дорожку. Таким образом, они впереди и опережают на менее чем на балл Елизавету Пасечник и Дарио Черезана. А сейчас та самая пара. На лед приглашаются Александра Степанова, Иван Букин. Москва. Двукратные серебряные призеры чемпионата Европы, четырехкратные чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин на льду. Фигуристы мощь, фигуристы стиль, фигуристы надежность. Танцуют вот с запасом. И каждое движение — это амплитуда, зачастую недоступная соперникам. И груз ответственности с годами меньше не становится. Быть Майклом Джексоном. Ох, говорит Татьяна Анатольевна. Но это, правда, мощь, которая взрывает этот стадион, взрывает все вокруг себя. Сами обалдели от того, как здорово откатались.
поздравляют друг друга. Ребята, это настоящая команда. Столько лет вместе, столько лет бок о бок, держась за руки. Мне кажется, в кромешной темноте, если будут находиться ребята и протянут друг другу руки, с первого раза найдут друг друга. Это правда. Публика в восторге и мы. В какой-то мере даже в восторге и судьи. Ну вот мы обратили внимание, что, не знаю, как сказать, может, авансом первая паттерн-дорожка была оценена технической бригадой на 4-й уровень, но под пересмотр. И мы на это обратили внимание, когда происходили соревнования. Подумали, как так и останется? Нет. Все-таки 3-й уровень поставила техническая бригада, но с потрясающими плюсами от судей. 4-15. Хочется отметить, что ребята очень профессионально идут по сезону. То есть первый старт скорее так на опыте выиграли, говорили, что тяжело, еще не совсем готовы, нужно еще поработать. На втором турнире уже более смотрелись выигрышно, как-то более легко. И тоже отмечали, что главное к чемпионату России набрать форму. Молодежь нам наступает на пятки, не дает расслабиться. Надо еще поработать. Еще поработали. Ну и сегодня просто... Но они же чуть позже начали. Мне кажется, максимум какой-то выдали. Они на контрольных не участвовали по болезни, да, то есть вышли с программы уже только на Гран-при. Но, тем не менее, они начали работать над своими программами раньше всех. Они в прошлом году закончили сезон раньше, не стали участвовать в финале Гран-при. И в финале Гран-при не стали участвовать, надеялись на то, что допустят до Олимпийских игр. Но, к сожалению, этого не случилось, и поэтому, в принципе, программы-то у ребят готовы еще были в прошлом сезоне. И, конечно же, большой привет Петру Чернышову передаем, который тоже вложил очень много в ребят. И сегодня у меня на интервью Александр Жулин тоже благодарил и отмечал именно Петра за проделанную работу. Потому что именно он придумал именно такого Майкла Джексона, необычного Майкла Джексона, не с классическими какими-то его движениями, да, а именно танец под музыку Майкла Джексона. Особенный танец под эту музыку. Придумано очень классно. И каждое это движение подчеркивает их сильные стороны. Они такие клевые в этом танце. Смотрят на свои оценки. Слева Петр Дурнев, справа Александр Жулин. И вот они, наши звездочки. 87-45. И, конечно же, они впереди. Вопрос отрыва и вопрос, с каким результатом финишируют Василиса Кагановская и Максим Некрасов, которые сейчас уже готовятся к своему ритм-танцу. Василиса Кагановская, Максим Некрасов, Санкт-Петербург. Ученики Горшкова, Крылова и Рязановой катаются под музыку Prodigy и основоположников трип-хопа Massive Attack.
знаю, как ты ощущаешь. Я почему-то ощущал с самого начала какой-то нерв на стадионе. Нерв, напряжение, и Было? зал даже как будто бы болельщики так хлопали. Может, как-то вот прямо тяжело. Может, выложились на Степановой Букине. Да, после таких оценок, как будто бы вот сейчас хлоп, и соревнования закончились, 87 баллов, Степанов Букин там первый, и тут выходят вот в этом колоссальном каком-то напряжении эти ребята и так здорово справляются с своим танцем. О чем это говорит? О том говорит, что ребята готовы к большим победам, готовы конкурировать. Да, может быть, здесь и сейчас больше лоска у Степановой Букина, больше опыта у Степановой Букина, больше совместной карьеры у Степанова Букина. Но эти ребята абсолютное открытие не просто прошлого сезона, а этого сезона, потому что в этом сезоне они прямо не останавливаются, прогрессируют. Все лучше и лучше делают свои элементы, делают работу над ошибками. Молодцы. Счастливая сегодня абсолютно Анжелика Крылова. И в этом тренерском коллективе... Вот все четко говорят тренеры. Умничками называют своих умничек-спортсменов. Ну и действительно, да, это классная такая черная точка, жирная сегодняшнего соревновательного дня у танцоров. Впереди у нас еще соревнования пар, но об этом позже. Сейчас наслаждаемся твизлами на 4-й уровень, параллельными. Прям перед нами ребята их делали и не выходили из образа даже во время вращения. То есть все было четко, следили друг за другом. На лице абсолютная благодать, потому что приятно находиться в родном городе Василисе, кататься перед своей семьей. Большой привет передаю и маме, и брату Василисы. Брат тоже занимается фигурным катанием. Настоящая. Ты в итоге понял, династия. как работает тренерский коллектив? Да, сегодня в интервью рассказали, что ездят друг к другу по платной дороге. Очень быстро получается по Багратиону. Поэтому хоть и дорого, но тем не менее встречаются часто. Вот эта поддержка сложнейшая. Да, на одном из турниров была сорвана. Сложнейший вход, скажу я вам. Только олимпийские чемпионы Мэрил Дэвис и Чарли Уайт до них делали такой сложный въезд в поддержку, вход. И вот теперь наши молодые и яркие Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Такая поддержка, конечно, достойна 4-го уровня. То есть не то, что достойна, она сделана на 4-й уровень. Но вот я обращаю внимание на оценки за вот эту, например, поддержку. Не такие уж они высокие, меньше 2 баллов. Я думал, ну то есть как будто недостаточно шикарно, что ли, ее сделали, получается. Что, судьи так немножко поскупились, да, на нее, мне кажется. Но зато за заключительную хореографическую дорожку судьи 6 баллов поставили. Это очень высокая оценка. И они набирают по технике на 1,5 балла меньше, чем Степанова Букин. По компонентам на балл с лишним меньше, чем Степанова Букин. И уступают им почти 3 балла. Степанова Букин находится впереди. Кагановская и Некрасов на 4,5 балла опередили Екатерину Миронову и Евгения Устенко. В общем-то, как мы не переживали... Ну и 4-е место, это вот завтра сильнейшая разминка в презентации. Елизавета Пачник, Дарья Черезаны, которые блестяще сегодня откатались. Мы увидим абсолютно точно их. И, конечно же, молодых Анну Щербакову и Егора Гончарова тоже поздравляем. Они в 5-ке. Это вот та 5-ка, которая будет закрывать соревнования танцоров и разыгрывать медали. Ну да, и вот вообще танцоры сегодня молодцы. Ты согласен со мной? Прям зарядили и как будто раскачали они вот этот турнир. Единственное, вот это была только ошибка, очень-очень обидная у Шевченко и Ежелова, да, когда падение случилось. А так в остальном сегодня все прошло как по маслу, идеально, как ты говоришь, гладкий лед. Вот он сегодня. Сегодня для танцоров он был гладким. Гладким. Я думаю, что зрители тоже эстетическое удовольствие прежде всего получили, потому что действительно это было зажигательно, это было ярко. Есть что обсудить и в баллах, и в судейских протоколах. И, конечно же, я думаю, что зрители, которые были сегодня здесь в юбилейном, да и те, кто, конечно же, смотрит наши трансляции, слушает наши с тобой комментарии, сегодня вечером будут обсуждать. Пища для обсуждения у них абсолютно точно есть.
Ну и очень круто, конечно, что такие танцы происходят именно в Санкт-Петербурге, где, как мы уже поняли уже несколько лет, что танцы в Санкт-Петербурге есть, и они потрясающие. Ну а у нас готовы для интервью Алексей Гудин и Евгения Медведева в Kiss&Cry с лидерами. Завершился ритмический танец для наших танцевальных дуэтов. И у нас в студии лидеры нашего первого дня соревновательного. Александра Степанова и Иван Букин. Ребята, поздравляем вас с невероятным, вообще чистейшим прокатом. И было видно, что сами прям вот получали удовольствие. Вань, ну тебе 100% есть что сказать. Ну поделись, скажи нам, как прошел прокат сегодня? Женечка, спасибо большое. На самом деле, да, я также хочу сказать, что мы получили сегодня удовольствие. Успели перекинуться пару слов друг с другом за кулисами. Вот, и... Что тренеры говорят? Саша, он вообще, на самом деле, хочет... Саша Жулин, Александр Вячеславович, он говорит редко, но метко. То есть он сказал «молодцы», а это очень важно. Правда. То есть, казалось бы, в мелочах, но там завуалировано очень много. Это прямо очень глубокий разбор или просто действительно как бы сегодня хорошо, но впереди произвольно, не расслабляйтесь. Что это вот, если расшифровать словом «молодцы»? Ну, ты очень, конечно, глубоко смотришь. Это в этом слове, в этой похвале, наверное, действительно можно оценить всю нашу работу и то, что мы сегодня прокатали, и то, что мы сегодня заслужили от Саши Жулина. Это, конечно, показатель того, что мы сегодня сделали то, что делали на тренировках, где-то рисковали, где-то больше выдавали эмоционально. Но, естественно, у нас завтра день выходного, мы собираемся на произволку, чуть-чуть передохнем и вновь здесь будем на льду. Собираемся еще потренироваться, понимаешь, плотненько, так что у нас есть денечек перед произволочкой, так сказать, отточить еще все то, что оттачивали этот месяц. В течение сезона мы не раз с вами, ребята, обсуждали, что ритмический танец для вас необычный и по темпу, и по образу, и по эмоциям. И что он не просто необычный, а вот действительно сложновато вам давался с начала сезона. Можно ли сказать, что сейчас вот этот прокат на чемпионате России лучший в сезоне? Ты знаешь, вот прямо сейчас я не могу тебе сказать, потому что я доволен. Я доволен. Сашка... Не, мы хотим просто услышать ваши эмоции для того, чтобы потом сравнить со словами Жулина, что вы молодцы. Вот ваша оценка вашего же проката, она превосходит то, что увидел Жулин? Я хочу сказать, что наш прокат был очень хороший, и мы сделали почти все, что делали на тренировках. А почти, да. А что значит, а что не получилось, так скажем, грязным словом? Ну, надо посмотреть, но, может быть, где-то, например, хотелось бы чуть меньше сделать расстояние. Условно, на каких-то параллельных элементах это твизлы и параллельная дорожка, да. Возможно, там мы могли бы еще сделать лучше. Ну, ребята, вы как спортсмены, вы же понимаете, что нельзя быть идеально довольным прокатом своим. То есть у тебя все время найдется какой-то... Не знаю... Плохой... Извини, Лёш, я понял. Достаточно часто я бывал доволен и абсолютно всем, что происходило в жизни, не только прокатом. Но сегодня хочется, конечно, узнать тонкости для нас, для одиночников и для нашего любимого зрителя. Все-таки погрузиться в ваш прокат. Насколько вам образ, да, вот это музыкальное сопровождение свойственно по натуре? Я знаю, ты более заводной, Саша более спокойно, тем более тебе мама. Уже несколько лет. Да, на самом деле ты прав. Ванька действительно более энергичный, более такой взбалмошный, взрывной. Я поспокойнее буду, но на самом деле, вот отвечая на вопрос Жени про то, что она сказала, что в начале сезона, условно, нам давался этот короткий танец действительно нелегко физически, потому что мы, как бы, когда брали эту музыку и когда особенно ставили с Петром Чернышовым этот танец, мы думали, боже, как же мы это будем вкатывать, потому что столько там рук, столько акцентов, именно в каждый момент мы должны попасть, но сегодня я могу сказать так, что выдохнула я, наверное, только в самой последней позе, то есть это было очень классно, что мы смогли не думать о том, что, ой, что-то я устала. Ну, то есть вот такие вот какие-то нюансы, которые тебя могут там расстроить или, ну, там, по прокату я имею в виду. И сегодня был классный прокат тем, что он держался, мы его держали до самого конца, до самой завершающей его точки.
А как часто возвращаетесь к работе над этим ритмическим танцем именно с Петром Чернышовым? Насколько часто он присутствует на ваших тренировках, на прокатах? Он к нам приходил, после стартов приходил, мы даже успевали что-то менять, что-то корректировать, потому что он, конечно, тоже смотрит нас где-то в записях и понимает, что, ну, вот здесь, наверное, он бы там что-то поменял, да, что-то переставил. И сейчас мы тоже немножечко видоизменили какие-то нюансы. Может быть, больше изменений все-таки произошло после первого этапа Гран-при, но сейчас тоже есть какие-то моменты, нюансы, где мы добавили, прибавили каких-то, может быть, рук, ну, таких мелких-мелких совсем нюансов, чтобы не проседала вообще нигде эта программа. Мы просто, наверное, больше работали и уделяли внимание сейчас энергии и вот этому физическому состоянию, когда ты доезжаешь до конца. И много работали с нашим хореографом Сергеем Георгиевичем. Так что, наверное, вот сейчас упор был не на какое-то, знаешь, изменение каких-то там упрощений или усложнения именно шагов или хореографических связок, а больше эмоциональной погруженности. И, конечно, мне кажется, что в этот раз мы, конечно, получше справились. Ну, по крайней мере, Сергей Георгиевич похвалил. Может, он соврал. Ну да, было очень приятно и от Петра Дурнева, нашего тоже тренера, услышать по поводу технической какой-то составляющей, да, что мы и в технике тоже достаточно были в контроле. Это тоже очень важно. Естественно, это очень важно, потому что техника это очень дорого стоит. Поэтому здорово, что получилось сегодня справиться, наверное, и с технической задачей, и с эмоциональной, и со скоростью. Вот сейчас как раз рассказывала, что чуть ли там борт, мне кажется, чуть не снесли. Потому Было что пару моментов, реально, да? ну, реально как-то вот мы разогнались, не знаю, и было здорово, нам понравилось, и огромное спасибо хочется, конечно, сказать публике. Невероятная была поддержка, аплодисменты в такт музыки, это просто, не знаю, мне кажется, мы в какой-то момент действительно не слышали музыку, потому что зрители настолько аплодировали. А это помогало Спасибо. или все-таки сбивало? Да, это заряжает просто нереально. Потому что ты прекрасно понимаешь, что зритель это такой искренний судья, который, ну, как бы никогда не будет это делать просто так. То есть мы обменивались энергией, они нам давали невероятную силу. Спасибо им огромное. Скажите, уже вот стаж совместных выступлений, да, 17 лет. Соответственно, 17 оригинальных танцев, абсолютно разных, 20 лет. В этом году. В этом году 20. Поздравляем с юбилеем. Боже мой, 20 лет. В феврале. Неважно. Вы приближаетесь к этой исторической отметке. Скажите, огромное количество всевозможных ритм-танцев. А можете вот так, на скорую руку, сказать, на каком приблизительном месте, ну, соответственно, 20 оригинальных танцев, где будет располагаться именно этот танец? Исходя из эмоциональной составляющей, желаний взять такую легендарную музыку и так далее. Но по желанию точно, мне кажется, первое место. У Вани. Для меня, да, он тройка, он в лидирующей тройке точно, потому что я все 20 лет, я ел мозги всем, я говорю, я хочу Майкла Джексона, я хочу. И вот если вот как бы год назад 2 года назад не поставили, то сейчас все-таки дошли до этого. И я очень рад. Но в тройку точно. Для тебя, Саша? Ну, тоже, наверное, могу сказать, что это один из любимейших наших танцев, потому что, опять-таки, вернусь к тому, как мы выбирали эту музыку, да, как мы ее искали, чтобы это был не банальный Майкл Джексон. И, ну, конечно же, постановка Петра Чернышова и работа с ним, это всегда невероятная какая-то задача, невероятный экспириенс, если так можно сказать, то он нам ставил только произвольные танцы. Сейчас он нам поставил короткие, и это невероятно. Спасибо ему огромное. Безумно было круто, приятно, и я очень надеюсь, что мы еще поработаем, потому что он невероятно крутой человек, постановщик и фигурист. Недавно его видела. Очень-очень люблю его искренне. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Ребята, судя по той информации, которая появляется в средствах массовой информации, мы, естественно, никуда вас не отправляем, не прощаемся. Впереди еще много сезонов. И, конечно же, логически здесь представить, что самый любимый оригинальный танец ждет вас еще впереди. Спасибо. Ритм-танец, простите. Да, я согласен. Мы будем стараться. Но
мы видели еще, что за бортом за вас болели и вместе со всем залом в такт музыки аплодировали Татьяна Анатольевна Тарасова, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Видели ли вы их во время проката? И вообще, вы обращаете внимание вообще на тех людей, которые сидят за бортиком во время проката? Честное слово, я хочу это сказать, потому что у нас дорожка... И прямо пауза там такая небольшая. Да, там идет параллельная дорожка, и мы делаем чиктау, отворачиваемся, и как бы поворачиваемся, и они прям там сидят. И я вижу, что Татьяна Анатольевна хлопает, и я не знаю, для меня это такое уважение, то есть я такой думаю, я не могу дальше ехать, что-то не сделала еще сильнее. И я еще сильнее поехал, это такое удовольствие. Спасибо им огромное, спасибо большое, Татьяна Анатольевна, вот она стоит там, смотрит. Спасибо вам большое, спасибо Оксане и Роме. Завтра выходной день, перевеси дух. Вы сказали, вы будете оттачивать свое мастерство, но, может быть, займетесь какой-то культурной программой, что-нибудь есть в плане? Или все-таки вот как зашоренный чемпионат России и все? Нет, мы в потом планах, остаемся здесь еще. в планах у нас не было ничего, но просто мы говорили о том, что нужно действительно куда-то выбраться, погулять, что-то посмотреть, отвлечься, потому что когда ты выдаешь в коротком танце, мне кажется, вот этот выходной, очень его важно правильно распределить и действительно отвлечься и набраться где-то еще эмоций, где-то сил, чтобы в произвольной программе выйти с новым вздохом. Ну что ж, остается только пожелать вам удачи, перевести дух. Вы нереально крутейшая пара, правда. Из одного сезона в другой вы предоставляете вниманию зрителям что-то новенькое обычно, необычное, интригующее. Поэтому спасибо вам за это вдохновение. Не знаю, откуда вы его черпаете, но самое главное, оно есть всегда. Отдыхайте, увидимся, надеюсь, после произвольного танца. Ребята, Спасибо. я хочу вам сказать спасибо. Вы очень крутые комментаторы и вообще ведущие. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете. Ванечка. Спасибо, Ты что вы с оставайся. нами. Спасибо, Саша. Спасибо. Это были промежуточные лидеры после ритм танца Александра Степанова и Иван Букин. Ну что ж, а впереди у нас несколько очень интересных интервью. И, конечно же, первыми на этой очереди пара, которая занимает на данный момент второе место. Это Василиса Кагановская и Максим Некрасов. Ребят, спасибо вам большое за очень достойный прокат. Я вас поздравляю с началом второго для вас в карьере совместного чемпионата России. Вопрос такой, а чем это отличается от дебюта? С одной стороны, второй раз уже должно быть менее волнительно, а с другой стороны, может быть, более волнительно, потому что скидку на дебют уже никто, ни болельщик требовательный, ни судьи не дадут. Как вы это пережили? Ну, однако тоже верно, что уже второй чемпионат, и тут надо уже чуть больше показать, чем в прошлом году. Но я думаю, мы показали больше, чем в прошлом году. В прошлом году был небольшой косячок, в этом году у нас вышел чистый, хороший прокат рабочий. У вас, в принципе, очень сложный и очень крутой ритм-танец. Судя по вашим же рассказам в интервью, он ставился из-за музыки в смятениях, в дискуссиях. Удалось ли сродниться, наконец-то, с ним уже к главному старту сезона? Ну, я думаю, тут однозначно да. Этот ритм-танец, он, наверное, запал нам уже настолько в сердце, что нам эти продиджи будут еще долго сниться. Вот, у нас, причем даже по жизни так складывается, интересно, в последние недели, что продиджи нас преследуют не только на льду, но еще где-то в жизни. Там мы в раздевалке сидели, у кого-то на телефоне звонок, наша музыка начальная. Поэтому... Причем мы в этот день тоже катали короткие. То есть так как на соревнованиях с 5-минуткой, посидели, и мы сидим, и просто молодой человек сидит, и у него просто на звонке музыка играет, Prodigy в нашей первой части. И мы такие, опа. Да, поэтому музыка нам, на самом деле, хоть противником в первую очередь была я, мне она очень сильно нравится. Но особенно вторую часть, потому что ее я выбирала, конечно же, как же без этого. Вот, а так мы считаем, что программа действительно вышла очень классная по постановке, и мы рады, что сегодня удалось ее хорошо показать. Вот. Теперь у вас день паузы перед произвольным танцем. Как правильно настраиваться, как правильно восстановиться, но при этом сохранив и энергию, и задор? Ну, я каталась с паузой в один день только один раз в своей жизни. Это было на первенстве России юниорской. Довольно-таки много времени назад.
году в 21-м, наверное, поэтому, если честно, я уже забыла немножечко вот эти вот ощущения, но точно помню, что это, конечно, тяжелее, чем когда катаешь 2 дня подряд, из-за того, что еще плюс день добавляется, где тебе нужно держать такое напряжение, держать себя в правильном настрое. Вот. Но надеемся, что все пройдет хорошо, и мы сможем правильно пережить следующий день. И Все надо подготовиться. будет делать равномерно. И отдохнуть, поработать, еще чуть отдохнуть. Там уже лечь спать и прийти с утра сюда. Назовем это правильным балансом. Вот его Ну, да. я вам и желаю. Спокойствия и чистого проката. Спасибо. большое. Ну что ж, только сейчас закончилось интервью с той парой, которая на данный момент занимает второе промежуточное место. Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о том, через какие эмоциональные порой барьеры стоит проходить для того, чтобы действительно показать тот результат, на который они рассчитывают. Но у нас есть еще одна пара, которая на данный момент пока находится на 3-й строчке. Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Устенко. Смотрим. Ребят, вы пока попробуйте отдышаться, а я вас буду хвалить, потому что какой же у вас зажигательный ритм-танец. Он и со сменами настроений. Вы в нем абсолютно органичны. Я, честно говоря, смотрел, пританцовывал тут, пока никто не видит. Получилось ли у вас эмоционально вовлечься в него сегодня на 100%? Мне кажется, что да. Оценки об этом сказали, что вторая оценка была хорошая. Значит, у нас получилось. Да. Но в Да. целом были друг с другом Да. от начала и до конца. Пролетело все за секунду, и это такой гарант того, что мы были в танце. Для меня зал вообще исчез. Была партнерша моя дорогая Екатерина, был я сам, Евгений, и линейка судей была. А уже в самом конце я увидел, что, ух ты, оказывается, зал еще есть. Прикольно. А я как раз хотел спросить, дал ли родной Санкт-Петербургский юбилейный вам сила? Вы абстрагировались от этого? Сила, но сила внутри тоже. Да. И в момент проката мы берем силу изнутри. Юбилейный был до стартовой позы и после финальной позы. А во время проката была музыка, любовь, танец, шаги, скобки, крюки, твизлы, вот это всему подобное. А что в голове у каждого из вас крутилось вот до стартовой позы, когда вышли на лед, когда настраивались? Был ли легкий трепет, волнение? Трепет и непонимание, почему так долго вызывают. Кстати, да, я вообще заметил, что в этом сезоне мы что в Омске, что в Красноярске чуть раньше, чем нас начинают объявлять, мы уже делаем поклон. А здесь уже все, кульминация, по идее, кульминация наступила, предыдущая пара откаталась, оценки объявили, по идее уже должны начинать нас объявлять. И мы уже такие заряженные, хорошенькие, раз, и зал взорвался, и тишина. И я смотрю, камера вот эта плавает, где-то рядом, я такой, а может какое-то нововведение на нас вдруг сразу появилось, что нас не объявляют? Типа мы сами такие, там фотки есть, можете прочитать, мы начали кататься, да, привет. Вот. Что главное себе хочется пожелать на произвольный танец? Выспаться. Продолжать вести внутреннюю борьбу. Или выспаться. Вы молодцы, высыпайтесь, ведите борьбу и чистого вам произвольного танца. Благодарим. Спортивные танцы на сегодня все. Ну а нас ждет новый вид короткой программы. Совсем скоро, буквально через 5 минут, на лед выйдут спортивные пары. И это будет очень интересно. Не переключайтесь, смотрите фигурное катание вместе с нами на Первом. И мы обязательно и с Алексеем, и не только встретимся в этой же студии и много чего интересного обсудим. Добрый вечер, уважаемые зрители, любители спорта. Приветствуем вас в Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе «Юбилейный» на чемпионате России 2026 года по фигурному катанию на коньках.
Соревнования проводит Федерация фигурного катания на коньках России при поддержке губернатора Санкт-Петербурга. Через несколько минут мы начнем соревнования по короткой программе среди спортивных пар. Уважаемые зрители, напоминаем вам, что курение запрещено на всей территории арены. Просим вас не использовать вспышку при фото и видеосъемке. Пожалуйста, переведите мобильные телефоны в бесшумный режим. Просим вас не бросать предметы и цветы на лед. И напоминаем, что подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончании их выступлений, должны быть полностью завернуты. Благодарим вас за понимание. Уважаемые дамы и господа, представляем вам официальных лиц соревнований. Старший судья Владислава Глазкова, Челябинск. Судейская бригада. Судья номер 1 Константин Кучин, Челябинск. Судья номер 2 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 3 Регина Трусова, Казань. Судья номер 4 Татьяна Косыгина, Санкт-Петербург. Судья номер 5 Светлана Ершова, Омск. Судья номер 6 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 7 Елена Ушакова, Москва. Судья номер 8 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 9 Мария Казарина, Санкт-Петербург. Техническая бригада. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. На Первом канале фигурное катание, и это чемпионат России в колыбели этого вида спорта в Санкт-Петербурге. Спортивные пары исполняют короткие программы, и в этом виде с самого начала сезона ключевым был технический вопрос. Пока одни сражались с параллельными прыжками и с уровнями в тодосах, другие штурмовали четверные выбросы и подкруты. Результаты на турнирах Гран-при оказались максимально непредсказуемыми. Молодые пары, вчерашние юниоры, заявили о себе, как, например, техничные и стойкие Щербинина и Петров, выигравшие серебро в Красноярске. Некоторые пары вернулись после травм и пропущенных сезонов. Чекмарева и Янченков завершили Гран-при в Омске победой, а многолетние лидеры Мишина и Галямов пока только набирают форму и обороты. Олимпийские призеры лишь вторые в обоих стартах Гран-при. Пары Мухартова-Евгеньев и Осокина-Грицаенко соревновались в творчестве и артистизме, трогая сердца зрителей, тогда как еще одна лидирующая российская пара Байкова и Козловский во главу угла поставила элемент ультра-си, четверной выброс, и справилась с ним. Мы ждем продолжения исторического чемпионского противостояния между действующими чемпионами, мощными Анастасией Мишиной и Александром Галямовым, и лидерами сезона бесстрашными Александрой Байковой и Дмитрием Козловским. Но на пьедестал рвутся сразу несколько блестящих пар, поэтому судьба медалей непредсказуема. Встречаем на льду участников первой группы. Алиса Блинникова, Алексей Карпов, Санкт-Петербург. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Майя Шигай, Андрей Шадырков, Пермский край. Разрешена разминка. Продолжаются соревнования в Санкт-Петербурге. Дворец спорта юбилейный принимает этот чемпионат России.
Уникальное, кстати, сооружение, за которое в свое время архитекторы и инженеры получили государственную премию, потому что это было прорывное архитектурное решение для этого дворца спорта, который построили, между прочим, за 11 месяцев. Торопились к юбилею революции. Ну, а у нас здесь, не знаю, будет ли сегодня какая-то революция или все будет по накатанной. Очень сложно предположить. Мне кажется, что спортивные пары, максимально непредсказуемый вид в этом сезоне. Да, действительно, пары в этом сезоне штормит. И штормит невероятно. Меняются лидеры, меняются подиумы. Причем, казалось бы, одни и те же спортсмены участвуют на соревнованиях, но все всегда абсолютно непредсказуемо. И в этом сезоне уже были сенсации. Посмотрим, как пары подготовились к чемпионату России. Удалось ли им набрать эту оптимальную форму в этом сложном виде фигурного катания. Именно к середине декабря, к чемпионату России, уже пора бы начать нас радовать не только дебютантам, не только бывшим юниорам, но и нашим мастеровитым взрослым спортсменам-парникам. Откроют эти соревнования ученики Василия Великого, Людмилы Великова и Дениса Лунина, Алиса Блинникова и Алексей Карпов. Молодые спортсмены, ей 17, ему 22. Будут кататься под песню Фрэнка Синатры. И ждем от них начала, открытия этих соревнований. Вслед за ними выйдут на лед Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Тоже молодые спортсмены, встали вместе в пару всего полгода назад, может побольше, 9 месяцев назад. И уже заняли 2 раза по 5-е место на этапах серии Гран-при, но продемонстрировали интересные прокаты, интересные программы. В частности, они, смотри, мне кажется, что они не добавляли седины на волосы на предыдущих этапах. То есть сейчас еще и грима добавили, да? Они решили образ ведьмака и так яркий в этом сезоне, так и прям говорили об этой постановке в кулуарах и на форумах болельщиков. В социальных сетях, что интересная находка. Теперь еще и волосы в седой подкрашивают. Специально для создания образа Геральта из Ривии. Работает с ними Виктория Шляхова в группе Нины Мозер, хореограф Рамиль Мехдиев. И рядом с ними, рядом с Викторией сейчас Анжелика Крылова стояла. Она ассистирует тоже парень. Она хореограф. Она хореограф. Именно этих шедевров. Раз ты не узнаешь руку мастера, кто еще может такую придумать я программу? И думаю, да, я как раз и узнаю. Анна Москалева, Артем Радзянов будут кататься вслед за ними. Тоже молодая пара. У нас тут первая группа участников. Жеребьевка проходит в том числе с учетом рейтинга. 17 лет Анне, 19 Артему. Ученики Артура Минчука, Санкт-Петербург, школа Тамары Москвиной. В понедельник, кстати, Анне Москалевой исполнится 17 лет. Анна учится в 11 классе, планирует поступать в университет Лесговта. Вот вся группа шикарная вместе с Тамарой Николаевной здесь. Да, Николай Морошкин и Артур Минчук, Тамара Николаевна Москвина. Все в сборе. Майя Шигай, Андрей Шидерков. Следующие участники. Ей 19, ему 21. Также в призах они пока не были на Гран-при, 5-е, 6-е место, но пара интересная, такие у них мощные выбросы, шикарные. Шигай тоже петербурженка, тренировалась у Великовых. Андрей учится в университете имени Лесговта сейчас. Кстати, все время звучит эта фамилия Лесгов, в честь которого назван университет. Немногие знают, что это вообще основоположник русской физкультуры практически. Это человек, который разработал научную систему физического воспитания еще в конце 19 века. Петр Францевич Лесгов, в честь которого и назван спортивный вуз в Санкт-Петербурге, где все учатся на тренеров, где преподает Алексей Николаевич Мишин. Есть кафедра
фигурного катания. Да. И даже я когда-то поступал в этот университет, но не закончил. Не закончил или не взяли? Не закончил, я переехал и уже в Москве заканчивал. Отличником был? Хорошистом. Вообще я поражаюсь вот этим спортсменам, которые умудряются еще и красные дипломы получать. Федор Климов, да. Олимпийский чемпион, золотой медаль школы закончил, Да, это с красным дипломом образования. Для меня какой-то абсолютнейший шок. Он не единственный у нас такой. Это очень круто, и то, как некоторые друзья, то, как некоторые умудряются успевать все. Ну, великие люди говорят, планируй больше, и будешь тогда и успевать больше. Успеешь только половину из запланированного, и эта половина будет все равно больше, чем у того, кто ничего не запланировал. В общем, лирику долой, и давайте ринемся в соревнования пар, которых ты так ждал сегодня, с 7 утра практически. Алиса Блинникова, Алексей Карпов откроют эти соревнования песней про любовь. Ну, так оно, собственно, и должно быть в парах. Пение Фрэнка Синатры будет сопровождать их катание. Ну и наше преимущество в том, что мы молодые и упертые, так они сказали в интервью, сами о себе. Вот когда они сосредоточены на катании, то у них прям очень многое получается. А сосредоточиться здесь очень сложно, потому что вот какая-то суета, зрители, камера, это летает на стадион. Давайте, ребята, у вас все получится. Everybody loves somebody sometime. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now for someone like you. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? It turned out so right for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Ну, вот такое вот не самое гладкое начало в соревновании спортивных. Ну, обидно. Такие они вот какие-то славные ребята, такие выбрали такую, ну, какой-то мягкий вход вот эти короткой программы, да, начали вообще в любые здорово. соревнования, Подкрутку да, и просто подкрутку, шикарную кстати, сделали и на скорость. 4-й уровень, на хорошей скорости.
очень качественный элемент. Видно, что владеют они всеми парными элементами. Ну, пока вот что-то не получается все собрать вместе в рамках одной программы. Хотя в этом сезоне чисто короткую программу ребята катали на 2 стартах к ряду. И я их только, короткую программу только и делал, что расхваливал. Такой старт серьезный. Расстроена партнерша, и Василий Романович говорит, нельзя, сейчас плакать нельзя. В раздевалке поплачем. Спокойно, придет время. Мил Георгиевну успокаивает. Ну, ты знаешь, такое успокоение, так спокойно, спокойно. Так, авторитет. Авторитетное успокоение. Никаких нежностей. В то же время нежностей. придет время, все сделаешь. Действительно, главное, чтобы это время пришло. Красиво Посмотрите, летит. какая подкрутка. С хорошей амплитудой, с хорошим шпагатом, ловлей. Все здесь было. Повторяют и повторяют нам этот элемент, потому что действительно это самый, наверное, яркий, красивый элемент этой программы. Выброс тоже просто огромный, пролетный, высокий, но, к сожалению, немножко как будто перекрутила даже партнерша этот элемент и упала на холодный лед. А здесь уже партнер поддержал свою партнершу, Да, в плохом кавычках, смысле и слова, да. тройной тулуп тоже не получился у Леши. Хотя так трогательно поддерживали дети, видимо, которым уроки какие-то фигурного катания уже Алексей преподает. Алексей Сергеевич удачи, держали баннер. Было так трогательно, но, к сожалению, сегодня не получилось. Сейчас посмотрим, от чего мы будем отталкиваться. Конечно, 2 падения в короткой программе, в технической программе. Это очень и очень много. Потери огромные, колоссальные. В произвольной будет очень тяжело выгребать после такого проката короткой программы. А почему Тодда с 1-го уровня совсем? Потому что не сделали черты сложности, предусмотренные для исполнения этого элемента. Взяли только 1 черту, а нужно выполнить 4. Я так думаю, что взяли только оборот. 1 оборот партнерши. Ну, 4-й уровень прошла подкрутка, поддержка и заключительное параллельное вращение. Исполнение короткой программы. Плюсы небольшие, хотя ну, за подкрут хорошая оценка, балл 29 в плюс. Ну, 53 балла, наверное, не то, что они хотели набрать, но На лед приглашаются все будет. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Одна из самых атмосферных программ в сезоне. Выбор фэнтезийной тематики. Довольно удачный ход для привлечения молодой аудитории. Да и просто попали в точку и по пластике, и по имиджу. Тут еще и грим добавили. В общем, удача тренерской группы Нины Мозер, где работает Виктория Шляхова. Хорошо работают.
Чуть-чуть опять не успели с завершением катания. Не знаю, будет ли это перекат или Ну, нет. посмотрел я на таймер, он был остановлен ровно на 2:50. Это как раз та критическая отметка, в которую нужно уложиться. Значит, Поэтому уложились. если секундомер, который был нажат в руке у рефери, будет больше, то ребята получат понижение 1 балл, будет балл deduction за перекат в музыке. Но то, что было на нашем замечательном медиаклубе, о котором отдельно можно поговорить, это Да. действительно настоящее произведение. Это классно смотреть повторы. На нем даже как-то лучше мне видно, чем на наших маленьких мониторах здесь комментаторской точки. Ребята молодцы. Ребята Да, откатали большие. чисто короткую программу. Уже 3-й раз в сезоне. Это говорит о том, что ребятам нравится то, что они делают. Образ дал, да, действительно, образ действительно крутой. Это очень популярная сага. Не только сеть романов Анджея Сапковского «Ведьмак», но и сериалы, компьютерная игра. То есть это целый мир Ведьмака, который очень популярен во всем мире. И в этом году вышла книга новая, еще одна последняя. И тоже ее просто не купить на маркетплейсах, потому что я хотел ее купить. Ты сам но следишь, что ли, фактически нет. для детей? Нет, я читал всю сагу и когда-то, несколько лет назад. Понял. И хотел, конечно же, и новую тоже прочитать, но вот надо задаться Ридбергер вопросом. сделали, Да, ребята. это, кстати, надо отметить, потому что Ридбергер — это вам не Сальхов и не Тулуп. Это очень сложный параллельный прыжок. Еще не так все вместе пары его сделали, выполняют. Да, синхронно. И ребята его выполнили, так же, как и выброс тройной флипс с небольшими надбавками. Что бы я посоветовал ребятам, немножко поработать над выездами из элементов. Да, элементы сделаны, но их можно продать подороже, посыпать золотом, посыпать надбавками от судей. И сделать более красиво, более четко выезд из прыжка и получить не чуть меньше балла надбавку, а может быть балла и 1,5. То же самое касается выброса. Хороший совет. Но ведь, видишь, на Ридбергере поставили даже недокрут, вот минимальный Q. Ну, как мне кажется, к он сожалению, немножко неудачно у ребят стоит тоже по программе. Он довольно далеко от Я вот тоже не точки, где заметил, снимают честно говоря. для повторов, то, чем руководствуются техбригада. Да. Он довольно далеко стоит. Вот мне по следу сейчас, я вот прям вижу на льду и приземление, партнерши, и партнеры, и абсолютно... Я вот там сейчас в замедленном такое. повторе смотрел, мне тоже показалось, что абсолютно нормально. Ну, Просто, опять же, этот нечеткий выезд, он тоже ввел в заблуждение. И так довольно далековато, конечно. слушай, ну как они скатались? У них все элементы абсолютно синхронные. Да, вот все хорошая пара. вращения, Классно вот получилась пара. Ридберг меня просто поразил, насколько они его синхронно сделали. Там уже докрут, не докрут, это второй вопрос. А прям как единое целое. Молодцы. Хорошая оценка. Поздравляем. На лед приглашаются Анна Москалева, Анна Москалева, Артем Родзянов. Санкт-Петербург. Праздничный месяц для ребят. Декабрь. Оба родились в этом месяце, но понимают, что жизнь состоит не только из подарков. Все надо брать самим, поэтому они такие стремительные, неоднократно меняли свою жизнь, взлетали, падали, снова взлетали. Успеха на новом витке в школе Тамары Москвиной, где они тренируются у Артура Минчука. I love you so. Hey, that's what you said. You told me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby. The fire from my spell on you. You better get away, darling. 'Cause everything you got is good. For me to hold you in the wrong. 'Cause my lungs are a rolling stone. So you better run away, baby. If you ever leave me, leave some morphine at my door. 'Cause it would take a whole lot of medication to realize what we used to have, we don't have it anymore. There'll be no sunlight if I lose you, baby.
Анна Москалева, Артем Радзянов. К сожалению, не блещут вот стабильностью в этом сезоне, хотя некоторые вещи вдруг получается так, что мы аж прям ахаем на комментаторской позиции, как, например, Да, сегодня выброс. Так, Первый прям перед такой нами. взрослый сезон у этих ребят. До этого в юниорах выступали. Там двойной аксель в короткой программе. И, видимо, там все получалось. Здесь чуть посложнее, уже тройной сальхов. И пока никак не вкатают ребята. Но в целом, какой был классный выброс. Вот это выброс, который должен быть судьями отплюсован, потому что невероятный просто Мне нравится, в пролет, каком месте он был высота и сделан. приземление. Чисто по-зрительски, прямо напротив судей. По-моему, очень эффектно там прыгать выброс. Но вот у них... Как я хотел сказать, тоже жалко, что не поддержала выезд. Ведь такой шикарный был выброс, можно было постоять. И тут же Вот. Артур Леонидович говорит Да. в послесловии своем к этому прокату: куда ты после выброса так побежала? Ведь классно сделала. Мыслим одинаково. Недаром, что мы Леонидовичи оба. Но это же вот эта торопыжность, это же главное, ну, то есть одна из самых Да, известных вы посмотрите бед вот на этот юниоров. выброс. Ровненько, шикарно, классное приземление. Ну стой, катись, продавай этот элемент подороже. Покажи, как ты комфортно себя чувствуешь. Успокойся дополнительно, выйди, там сразу прыжок после нескольких шагов, да, выйди на него в более спокойном состоянии. Ну, это нервы тоже, правильно? В Омске у них обратная была ситуация. Они, наоборот, с выброса очень болезненно упали, но потом сделали прыжок. Ну, нестабильно. Да и с Тодоса даже ребята падали в этой короткой программе. Кто не падал с Тодоса? Поэтому... в этом году. Ну, все Не равно будем строго судить. Всё видно, равно что это все раскочегарились к чемпионату России. Это уже не самое простое это дело, переход из другое юниоров во взрослые. катание. Это правда. Еще когда растешь, и организм меняется, взрослеешь, психосоматика меняется, все это гораздо сложнее, чем в том же одиночном катании, где ты один и сам себе воин в этом ледяном поле. Здесь все-таки двое, и совместить это очень и очень непросто. Успехов ребятам, удачи. Тренерский штаб у них мощный. За исполнение короткой программы За два элемента они получили минусы от судей. За, естественно, падение Сальхова и за финальное вращение, которое в разнобой совершенно прошло. К сожалению, набрали только 57 баллов и занимают пока второе место. На лед приглашаются Майя Шигай и Андрей Шидерков. Пермский край. Очень хороши они вместе, настоящее. У них парное катание, такой диалог, приправленный эффектными элементами и мощными выбросами. Еще один дуэт, добившийся многого на юниорском поприще. И вот ищут выход на новые горизонты. А конкуренция в Перми запредельная. Огромное количество пар из Перми у нас выступает.
Майя Шигай, Андрей Шидерков поддерживают друг друга после проката. Почти на самом все деле получилось. это для них лучший прокат в Хороший, сезоне. да. Потому что на 2 этапах серии без прыжка абсолютно ребята были. То есть срывала Майя тулуп. Здесь начали, сделали, побороли они до тулуп. Но выбросы, с которыми у Майи вообще проблем не было Вот, на протяжении всё всего наоборот. сезона. То Да. есть Небольшая выброс, который ошибочка была получался, допущена. Такая вот. сегодня не пошел. Слушай, ну Ложка вот дегтя я в не бочке помню, меда. мы говорили об этом или нет на одном из стартов. Ну, мне кажется, эта музыка не помогает этим ребятам. Да, и, честно говоря, и восприятие тоже сложно. Сложно. И взрослым, я имею в виду, ну, прям уже совсем опытным спортсменам было бы тяжело такое откатать. Это молодые ребята, им бы что-нибудь позадорнее. Нет. Ну, и главное дело, не то, что я лезу не в свое дело, просто интересно мнение. Ну, честно, я с тобой соглашусь. Как будто бы можно поинтереснее было сделать ребятам постановку, но... Ну, пока так. В этом так, сезоне. да. Может быть, была цель сделать чистую программу, чтобы Может. музыка не отвлекала, чтобы не входить в образ. И Ну вот да, была, кстати. Да, такая стратегия. Это же каждая постановка, это и стратегия в том числе. Ну, небольшой недокрутик, наверное, найдут все-таки у Майи на этом элементе. По крайней мере, мне его видно. Все видно. Открутка, уровень 2. И видим мы это в нашей новой графике. Специально чемпионата России разработанный, чтобы не просто мы голословно выставляли уровни спортсменам, а чтобы и вы, дорогие наши телезрители, могли видеть решение судей по тому или иному элементу. И вот как раз выброс флип, высокий, пролетный, классно всегда получающийся, но Черкнула на жесткую ногу ногой. немножко приземлилась, не смягчила коленом приземление Майя и коснулась льда руками, что, конечно же, судьями будет отмечено и наказано как понижение стоимости элемента. Довольно уверенно была выполнена поддержка. Тодос на уверенный 3-й уровень. И даже с надбавкой от судей. Ну, то есть заметное улучшение по самым Ну, если разным бы сделали аспектам. выброс, который, в принципе, Вообще не было составляет здорово. труда, и на разминке классно получался, то вообще могли бы этот, конечно, прокат в актив себе занести ребята. Это был бы лучший прокат сезона. Но тут вот немножечко все-таки вот эта шероховатость смазала общее впечатление. Но мы видим, что не так сильно ребята расстроены. За исполнение короткой программы Майя Шигай, Андрей Шидерков набирают 58,19 балла. На данный момент Они занимают второе место, обогнав Анну Москалеву и Артема Родзянова на чуть больше, чем на полбалла. Впереди следующая разминка, следующая группа участников. Встречаем на льду участников второй группы. Вероника Миренкова, Даниль Галимов, Краснодарский край. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Разрешена разминка. Вторая группа участников уже зашуршала коньками по льду, понеслись вперед в своей подготовке к старту.
Открывает это катание Вероника Миренкова, Даниль Галимов, как они сами себя называют, веселые и заводные, с хорошей доброй энергетикой. И, как говорит Вероника в интервью, стараемся передать это зрителям. Те самые спортсмены, которые тренируются в Сочи, у Федора Климова, Софьи Евдокимовой, Ксении Ахантьевой. И та самая Вероника, которая увидела когда-то Максима Тронькова на Олимпийских играх и полюбила этот вид спорта и уже больше с ним не расставалась. Хотя с детства каталась на горных лыжах. Представляют они Краснодарский край и не забрались на пьедестал на этапах Гран-при. Чуть-чуть не хватило местечка для них. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Красивая статная пара. Ей 19, ему 23. Ученики. Вообще 5 пар у Слюсаренко и Закроева на этом турнире. 5 пар. Это просто какой-то триумф количеством у пермской школы. Абсолютно. Еще ты тут сидишь. Комментатор из Перми, тренер из Перми Виктория Шляхова, которая выводила Хадыкину Бутенко на лед. Да. Виктория Шляхова тоже пермская парница в прошлом. Засилие какое-то. Что у вас там происходит? Что у вас там какая-то трава особенная растет? Капустина ходит нас. Солнышко светит пермское. О, пчелки! У нас тут полстадиона в пчелиной одежде. Да, это болельщики Елизаветы Пасечник, Дарио Черезано. Но остались на парной катании. Не только танцами едиными. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов будут кататься следующими. Тоже пермские ребята. Ну вот они как раз в Магнитогорске и в Казани были третьими. Причем в произвольной оба раза были вторыми. То есть им бы подтянуть короткую программу, получается, и тогда можно ринуться. Но на самом деле там по-разному складывалась ситуация. Где-то кто-то выстреливал, где-то кто-то отваливался. Так они, сами Юля родом из Казани, Алексей из Санкт-Петербурга, то есть местный спортсмен. Но вот, видишь, все в Перми работают. Центр притяжения настоящий. Таисия Щербинина и Артем Петров, ей 16, ему 21. Тоже Пермь. Они в Красноярске были даже вторыми, причем не абы за кем, а за самим Байковым и Козловским. Серебряные призеры первенства России среди юниоров 25 года. То есть прям с корабля на бал, что называется. В первом же взрослом сезоне получают такие награды. Таисия совсем недавно выступала в одиночном катании. И общеизвестный, но все же интересный факт, как она на российско-китайских молодежных играх сначала победила в качестве одиночницы, а потом уже и в качестве парницы. Артем тоже пытался не сразу переквалифицироваться в парника из одиночника, возвращался все в сольные выступления, но потом, когда свела его судьба с Таисией, то стало ясно, что нет других вариантов, нужно вместе идти вперед. Упустить нельзя. Это да. А ведь она еще увлекается вязанием и рисованием. Очень ребята ценят поддержку зала. Рассказывали в интервью в Красноярске, как у них каждый элемент получается лучше, когда чувствуют поддержку. Ну и в том числе не зазнаются, да, говорят, это наш первый взрослый сезон, и мы его начали с медали. Это мотивация и аванс. Надо работать дальше. Хотим доказать, что можем бороться с лучшими, с сильнейшими.
Юбилейный практически полный сегодня, а сегодня всего лишь четверг. И, конечно же, абсолютный аншлаг ожидается на последующих днях, насыщенных. Сейчас вот какая-то спокойная обстановка уже на разминке. Типа все размялись, да, и так докатывают. Синхронизируясь с тренерами. Уважаемые спортсмены, ваша разминка завершена. Пожалуйста, покиньте лед. Закончилась разминка, и впереди первые участники в этой группе. На лед приглашаются Вероника Миренкова, Даниил Галимов. На льду чемпионат России по фигурному катанию. Победители юниорских соревнований, включая финал Гран-при, Вероника Миренкова и Даниил Галимов. Приехали они в Санкт-Петербург из Сочи. И вот расскажут они нам о зиме в программе на музыку группы Балморе. Вот почему спортсмены из Сочи и музыканты пост-рок-группы из Техаса знают о зиме больше, чем простые питерцы, я не знаю. Снегом на улице не пахнет. Большим вкусом поставлена эта программа. Такая она браво, элегантная. ребята. Молодцы. Очень уверенный вход в этот сезон у ребят. И хвалил я их на протяжении серии Гран-при. Короткую программу катают чисто. И даже вот Алексей Игудин, неискушенный в парном катании, сидя рядом с нами, аплодирует этому дуэту. Действительно, очень классная программа. И символично, что супруга Федора Климова, Евгения Тарасова, выступала тоже под эту музыку, только в произвольной программе. Когда-то мы на чемпионате мира завоевывали серебряную медаль.
с этой программой. Хорошая музыка и тоже непростая, но вот как-то ребята с ней справляются. Держит прям зал, напряжение в зале. Молодцы. Молодцы, говорит Федор. Хорошо. И это действительно было хорошо, со вкусом. Как будто вначале так убаюкивали, а потом так красиво поехали и начали кататься. Молодцы ребята. Немножко в дорожке так поспотыкались, наверное, потеряют На то она и уровень. дорожка. А в целом, конечно, это только искушенному специалисту заметно. Для зрителя вообще все было идеально. Хороший подкрут 3-го уровня. Добавить шпагат, и будет 4-го. Или руку над головой во время вращения партнерши. Элемент еще точно будет дорабатываться. Выброс флип. Немножко так я напрягся на приземлении, дрогнула нога, но тем не менее на одной ноге все четко удержала партнерша этот сложнейший выброс. Молодец, Вероника. И Сальхов тоже часто судьи не докручивают им этот элемент. Вот интересно, что сегодня поставят. Отсюда от нас, с нашего ракурса, как будто бы было чисто. Даже вроде нет у них никаких вопросов по протоколу. Очень красивая поддержка. С хорошими проходами, с хорошим покрытием льда у партнера. Гладко выполненная. Тодосно уверенный 3-й уровень, тоже с хорошими плюсами. Пытался 4-й оборот досидеть Даниль, но вот чуть-чуть рано он тут положение циркуля, в котором партнер находится, покинул. И не поставили 4-й уровень за этот элемент судьи. Выдохнули после проката ребята, потому что действительно напряжение колоссальное. Первый для них чемпионат России, дебют. Привет маме, папе, всей семье, Юлечке. Софья Геннадьевна, Дмитрий Николаевич, все наши ребята из группы, всем привет. В короткой программы Вероника Беленкова, Даниил Галимов набирают 65. По-моему, довольны они этим результатом. Да? 65 баллов. И по Это всем... рекорд на сегодня, сказал Даниил Галимов. По всем фронтам обошли своих предыдущих конкурентов. На лед приглашаются Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Пермский край, Республика Татарстан. Тоже пермские спортсмены. Она из Казани, он из Челябинска. Их программа «Je suis malade» звучит совершенно потрясающе, когда они выполняют все заявленные элементы. Настоящее чувство не скроешь. Недаром на Гран-при в Магнитогорске они даже лидировали после короткой. Чуть-чуть не хватило для победы. Je ne fume plus, je n'aime même plus l'histoire. Je suis là sans toi, je suis seul sans toi, comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, elle cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en capitaine. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu pars, on ne sait jamais d'où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Cet amour qui changera. Je suis malade, complètement
complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots, et j'ai le cœur complètement malade, cerné de barricades. T'entends, je suis malade. Ну что ж, еще одно шикарное катание. Сегодня вторая группа участников прямо радует нас своими короткими программами. Опять безупречно, чисто, очень хорошо по уровням. Все должно быть, потому что и подкрутка 4-го уровня — это один из коронных элементов этой пары. Тройной выброс флип шикарно был выполнен. И даже дорожка на 3-й уровень. Молодцы ребята. Сегодня здорово. И хочется еще и Лизу поздравить с днем рождения, между прочим. Сегодня у нее праздник, и она дарит себе такой вот подарок. Чистую, короткую программу. Ну, чем не подарок? Подарок. Умнички. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Элегантные костюмы, такие, подчеркивающие их татуированность. Самые такие. Вот здесь, кстати, молодец Артем, потому что вылетел не очень он ровно в этом тройном тулупе, но, тем не менее, не отпустил элемент, поборолся и спас его буквально. Потому что могло все закончиться не так здорово. Шикарная подкрутка, как я уже сказал, уровень 4. Хорошая четкая ловля в талию. Хорошая амплитуда полета, шпагат, шаги, предшествующие подкруту. Все здесь было. И посмотрите, то, что я говорил, продать подороже элемент. Приземлилась и выезд шикарный, зафиксировала, проехала, показала. Судьи отплюсовали. Не надо торопиться и никуда бежать после элемента. Это при том, что можно было, конечно, заволноваться, да, во время исполнения этого выброса, но вот довести до конца, так, конечно, только мастера умеют. Тоже качнулся на дорожке Артем, но, тем не менее, хватило им набора шагов для того, чтобы получить 3-й уровень. Ну да, и только и Тодос судьи... 4-го уровня тоже. Ну, все классно. Тут и вращение 4-го. Все выверено было абсолютно. Если бы еще на дорожке не качался, может быть, тоже бы 4-й получил. И вообще была бы по технике шикарная просто оценка. Да? Слава Богу. Да, это очень слаженная, очень красивая, очень артистичная, стильная, драматичная, какая угодно программа, конечно, которая является украшением любого турнира. Сегодня они большие молодцы. Набирают достаточно баллов, чтобы лидировать сейчас. С преимуществом в 5 баллов перед Меренковым-Галимовым, но не перед ними. Им нужно преимущество перед другими конкурентами. И пермяки сменяют пермяков. Еще одна пара из этого региона, Юлия Артемьева, Алексей Брюханов. Тоже родились в разных уголках страны, но Пермь притягивает. Есть там вот какая-то соль, суть, страсть. Такое впечатление, что целый выводок спортсменов на низком старте, чтобы строем пойти в атаку на 1-е место.
Эх, Неожиданно. Леша, ну такая была программа, ну так классно все получилось. И смеются ребята, потому что, ну действительно, когда ты ловишь зубчик, спотыкаешься за линию, как мы это называем, нарисованную на льду. Это, конечно, стоит очень дорого. Это стоит целого балла понижения и понижения оценки за дорожку. Ну уж зачем же так было делать? Падение на дорожке. Тут не баллы, да, потому что это все-таки дорожка. Это не то, как ты тогда упал, просто после выброса разбежался. Да, я тоже спотыкался за линию. Да кто не спотыкался? На чемпионате мира. Да. Но здесь, конечно, да. Потому что, ну, шикарный был абсолютно прокат. Все элементы были здорово сделаны. Но, может быть, вот ребята и тоже, в свою очередь, ощутили вот это какое-то, что все идет хорошо и немножко ослабили Могли на нерв. первое место замахнуться пока что из тех, кто выступил, но не дотерпели. Да. Неожиданный элемент в танце сарабанда, под которой они катали свою короткую, но красивая пара. Классная, какая у них произвольная, вообще волшебство. Это я так, ну, для затравочки, чтобы обязательно произвольно посмотрели парного катания. Действительно, очень хорошая постановка. Посмотрите, опять же, какой выброс и выезд. Здесь еще и хореографию добавила в конце, видите, руками так доработала. Все это судьями оценивается. Ну, как ты любишь говорить, это Пермь. Да, это бренд. Выбросов. Шикарный. Тройной сальхов параллельный. Это очень красиво. Эффектный вход в поддержку. И сама по себе, конечно, это позиция очень красивая. И вот сейчас, внимание, сейчас произойдет вот это как раз досадное падение. Вот спотыкается Леша зубцом об лед, падает, теряет равновесие. Именно поэтому, конечно же, это падение, это минус балл, и будет он отражен в протоколах. То есть вот это, конечно, допускать было нельзя. Ну и Тодос тоже оценен уровнем 3. Поэтому оценка техническая тоже будет ниже, чем у Грицаенко и Осокиной. Ну, тут все по делу. Хотя, повторюсь, могли ребята навязать борьбу. Глупая, нелепая ошибка, но, тем не менее, ошибка. Ну, с другой стороны, они все равно навязывают так или иначе эту борьбу. Просто они могли бы опередить Осокину, Грицаенко, а сейчас они им 2 балла проиграли. Вот именно эти 2 балла, ну, наверное, чуть побольше, там, да, 2,5-3, вот они и потеряли. То есть борьба-то она навязана, но немножечко с другим результатом, нежели хотелось бы. Таисия Щербинина и Артем Петров. Еще одни пермяки, дебютанты, юниоры-рекордсмены. Еще одна красивая пара под руководством Слюсаренко-Закроева, Тудвасевой и лунная соната в эпической обработке Wall of Noise.
Ну что ж, еще одни дебютанты чемпионата России. Еще один пермский дуэт. Уже третий к ряду в этой разминке. В этой разминке открытый чемпионат Пермского края получился. К сожалению, не все получилось. Мы наблюдали за этой парой во время тренировок утренних. И не получался у них параллельный тройной Сальков. Именно в этом месте, в этом углу, где вырезан борт, немножко ребята боялись вот этого вылета за пределы катка, как объяснил мне впоследствии Павел Слюсаренко. Но, тем не менее, здесь получилось. Коронный элемент для пермяков выброс, к сожалению, был выполнен с ошибкой. Ну что ж, дальше больше. Могли ребята пошуметь абсолютно точно на этом чемпионате России, как они это уже делали на этапах серии Гран-при. Но короткая программа так шатко была выполнена, прямо скажем, без должного мастеровитого лоска. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Что же скажут тренеры своим спортсменам? Хода мало на выбросе. Сразу же разбор ошибок. То есть нельзя давать спортсменам спуску, нужно сразу разбирать, да? Ну, каждый спортсмен индивидуальная личность, и каждый тренер индивидуальная личность, поэтому подход ко всем разный. И сегодня так, ничего не поделаешь, это первый чемпионат, но надо делать выводы. И мы знаем, как ребята умеют собираться на произвольную программу. Так было на этапе в Омске, где ребята после, можно сказать, провальной для них короткой программы так здорово реабилитировались и почти ворвались в тройку лидеров. Чуть-чуть, там буквально сотое не хватило им, чтобы подняться на пьедестал почета. Заняли только 4-е место. Да, но второй по произвольной. Да, но тем не менее, когда ты второй на одном из этапов, на первом для себя в жизни, потом еще и цепляешься за тройку на следующем этапе и, в принципе, довольно неплохо катаешься на чемпионате России. Вот та самая ошибка, которая, наверное, сейчас будет такой роковой для этих ребят в оценках за короткую программу, потому что, конечно, впечатление было испорчено. Когда ты такой молодой, юный, тебе именно нужно вот этой мастеровитостью, вот этой стабильностью брать, четким выполнением элементов. Сегодня, к сожалению, у ребят этого не было. Конечно, более старшие товарищи предпочтительнее выглядели сегодня. В пермской группе тренеров, мне кажется, можно с номером уже выступать отдельным. Это то, как они следят за выступлением своих спортсменов. Слушай, ну ведь вот что интересно, мы на протяжении всего сезона, вот ты очень же волновался, как вот пары, одно у них не получается, другое. А посмотри, какой шик сейчас у нас на чемпионате России. Практически все получается вот за какими-то малюсенькими. Ну, все равно есть помарки, есть срывы. Да. Я все-таки буду скептиком пока что. Будешь? Хорошо. Я буду тогда все равно оптимистом. Ничего ты со мной не сделаешь. На 3-м месте они сейчас, но практически идентичный результат у Таисии и Артема с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым. Пока что впереди Осокина и Грицаенко. Объявляется технический перерыв для подготовки. А впереди заливка льда. Затем соревнования продолжат участники 3-й группы. А также наша студия будет работать во время заливки, потому что Евгения Медведева и Алексей Ягудин ждут разговора о том, что же здесь происходит. Мы все так возбуждены и заинтересованы, да, тем, как соревнования у пар проходят, но абсолютно непредсказуемое, но такое увлекательное. Итак, Алексей Ягудин и Евгения Медведева сейчас растерзают Максима Тронькова. Завершились 2 разминки коротких программ парников. Было интересно, было необычно, было много разного, от прекрасных прокатов до досадных ошибок и даже падений. Но очень многие из таких ошибок сегодня вызывали только улыбку. И наш специальный корреспондент Игорь Прудников поговорил с некоторыми ребятами и узнал вообще, какие у них эмоции от первого соревновательного дня. Давайте посмотрим интервью с Елизаветой Осокиной и Артемом Грицаенко. Ребят, улыбнитесь, я вас прошу. Вы молодцы.
вы полностью отдали себя на льду. Но прежде чем говорить о том, каким получился этот прокат, какие были элементы, хочется поздравить красавицу Елизавету Осокину с 19-летием. Пусть фигурное катание Лиза Востока радует. А вы нам расскажите, каково это встречать такой важный день на льду на чемпионате России? У меня особо выбора нет. Я каталась сегодня максимально с душой и оставила вот все, что было на льду. То есть максимально... Эмоционально. Да. Так, наверное, я еще не каталась. Я потом хотел это спросить, но раз уж вы начали об этом говорить, спрошу сейчас. Было ощущение, что то ли вы оставили физически все силы на льду после проката, то ли эмоционально выплеснули все. То есть, получается, это второй вариант? И одно, и второе. То есть от начала до конца на максимум все, что было, оставлено. Все-таки, да, полгода уже прошло с начала сезона, можно сказать. Поэтому форма пришла, точнее, максимальная, которая есть. А эмоционально, конечно, нужно себя перебарывать и стараться, на подъеме дальше кататься, поэтому эмоционально, мне кажется, более тяжело, чем физически. Если говорить про технику, про элементы, чем вы лично больше всего довольны в сегодняшнем прокате? Больше всего довольна. Наверное, выброс вот хороший был. Да, кстати. Подкрут тоже хороший был. Единственное, вот этот тулуп чуть-чуть на выезде я подстраховала. Нервный. Да. И твизл чуть-чуть у Артема. А все остальное выполнено на максимальные. Еще распечатки не видели, но... Посмотрим еще, да. Увидим. Но очевидно, что чемпионат России – это такой важный старт, что как бы ты ни выступил в короткой программе, хочется прибавлять и прибавлять в произвольной. Есть ли ресурс? Ресурс, конечно, есть. Мы же закладывали специально подготовку, да, так, чтобы нас хватило. И мы отдали все 100, 120, 150% на льду. Именно как раз на два соревновательных дня. Поэтому... завтра еще день перерыва. Да, выдохнем немножечко и, в принципе, можно опять работать. Выдыхайте, вы молодцы. Желаю вам еще улучшаться, желаю чувства проката. Лиза, еще раз с днем рождения. Спасибо, очень приятно. Ну, собственно, и мы тоже присоединяемся к поздравлениям. Сегодня день рождения, напоминаем, у Елизаветы Осокиной. Вместе с Артемом Гриценко на данный момент они возглавляют турнирную таблицу. Но, наверное, сложно нам с Женей Медведевой говорить о нюансах, о том резерве дополнительных сил, который присутствует той или иной пары. Потому что, мы всегда были ответственны только друг за друга, сам за себя, когда ты на льду. Но вот все о парном катании нам сейчас поведает двукратный олимпийский чемпион Максим Троньков. Позади 8 пар. Первые впечатления. Какие у меня первые впечатления? Конечно, вторая разминка – это уже очень и очень интересно, и это очень и очень хороший уровень. Отмечу как и сочинскую школу парного катания под руководством Федора Климова, так и Павла Сусаренко из Перми, который аж 5 пар подготовил на чемпионат России. Они все отобрались. Это, как я считаю, огромная победа. Пермская школа парного катания, ее представлять лишний раз не нужно. Действительно, очень много и тренеров, и спортсменов представляют ее. Конечно, классная, короткая программа была прямо мастеровитая, выверенная у Осокиной и Грицаенко. Настоящий подарок Лизе на день рождения. И Артем особенно его сделал, потому что тулуп у него такой был аварийный. Спас. Аварийный. Но, тем не менее, он не отпустил, видимо, думал о том, что не могу я такой день испортить своей любимой партнерше. И для Лизы этот элемент он спас. И Лиза была сегодня просто абсолютно идеальна. Это музыка, которая ей очень нравилась. Она ее услышала, она сама предложила эту короткую программу. Она в ней живет, дышит, видит. И, казалось бы, многие уже ругают, что берут эту малады, что уже надоело, и катано-перекатано, и такая попса фигурного катания. Но у ребят почему-то получается эту программу представить как-то по-другому. И я себе признаюсь, что мне нравится эта программа. И я Павлу Сусаренко сказал еще перед короткими программами, их тренеру, и когда мы так думали, кто на каком месте окажется, я сказал: подожди, но у них очень хорошая программа. Она очень хорошо поставлена, очень нравится судьям, публике. И все должно быть у них хорошо. Леша Брюханов с Юлией Артемьевой. Прокат сезона для них должен был быть, потому что не получалось у них откатать здорово короткую программу. И тут вышли настолько собрано, настолько уверенно, мощная сарабанда, сделали хорошо подкрут, шикарный просто выброс с длиннейшим выездом, пролетный элемент.
А потом пошла параллельный дорожка Сальхов, шагов. который был камнем преткновения весь сезон, и дорожка шагов, и мой любимый трюк. Мой любимый трюк, я сказал, это в моем стиле. Упасть через зубец, споткнуться за линию, как мы только это не называем. Это действительно повод для шуток в фигурном катании, когда ты спотыкаешься зубцом за лед и падаешь вот так на колени. И еще это и происходит прямо во время исполнения элемента. Это была дорожка шагов, и ребята потеряли такие драгоценные баллы, хотя могли захватить лидерство. Это, наверное, тоже подарок теперь уже Леши для Лизы Осокиной на день рождения. Все работают для Лизы Осокиной. Все работают для Лизы Осокиной сегодня. Днем рождения. Немножко для меня было скомканное выступление Щербинина и Петрова, это продолжая о пермских дуэтах, потому что ребята в этом сезоне уже зарекомендовали себя, и, может быть, это как раз повлияло и на судейские оценки, потому что как будто бы ребята для меня катались сегодня чуть хуже, чем обычно, и чуть хуже, чем Меренкова-Галимов, наверное. Не уверен, но я так думаю, что это чисто мое впечатление. Но, тем не менее, ни на балл, ни на 2 они опережают их в турнирной таблице. Все-таки там была чистейше выполненная короткая программа. Здесь был прыжок такой на грани. И выброс был со степ-аутом, то есть тоже с понижением. Где-то еще и тоже в уровнях не добирали ребята. Но это 2 юниорские пары, которым я аплодирую, потому что выйти так на свой первый чемпионат России, так уверенно, здорово откататься, еще и какую-то между собой борьбу навязать, как это было раньше в юниорах годом ранее. То есть ребята большущие молодцы. Я поздравляю также сочинскую школу парного катания, которая усилиями Федора Климова живет, продолжает с 2014 года существовать. И вот уже мы видим таких успешных ребят, которые совсем детского возраста выросли, доросли до чемпионата России и сейчас показывают такое классное катание. В первой разминке кого можно отметить? Можно посмотреть. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Новый дуэт. Первый год катаются вместе. Классная программа придумана Анжеликой Крыловой. Ведьмак, известная... Максим, ты извини меня, пожалуйста, что я тебя прерву. Видно, что эти первые 2 разминки на тебя произвели неизгладимое И ты впечатление. живешь парным катанием, но... что было, то было, Макс. А вот то, что будет, вот твои ожидания от последней разминки... Коротенечко. Ой, ну я жду прежде всего, конечно, как и все, противостояния наших 2 мастодонтов парного катания. Во-первых, возвращение на прежний уровень Мишина и Галямова. Ну и стойкости, особенно вот этой моральной, нервной стойкости Козловскому и Саши Байковой, потому что вот именно у них как раз борьба с нервами у этой пары. Но ты вот видел сегодня тренировку. Вот что ты для себя отметил? Что супер пара готова. Просто я давно таких тренировок предстартовых у Саши не видел. Абсолютно спокойно, все делала шикарно. Четверной выброс выезжала, прыжки один за другим просто чеканила всю утреннюю тренировку. Поэтому, если говорить о тренировке, ну, мы знаем, что тренировка — это тренировка. Порой не является показателем да. Если бы мы были суеверными, мы бы сказали бы, хоть бы не сглазить. Но это спорт, поэтому все остается только за ребятами. Но у нас, для наших зрителей, есть еще небольшой сюрприз. И с нами готовы поделиться своими эмоциями после короткой программы Таисия Щербинина и Артем Петров. Смотрим. Друзья мои, «Выше нос» — это очень достойное выступление, и прежде чем о нем говорить, я хочу вас поздравить, чтобы зафиксировать в истории этот момент вашего дебюта на взрослом чемпионате России. Может быть, сейчас вы об этом, конечно, не задумываетесь, но это то, что вы будете помнить всю жизнь. Это важная веха в вашей карьере. Вот каким для вас этот дебют получился? Невероятным, очень крутые ощущения от самих соревнований, такого уже уровня, потому что соревнования такого уровня у нас впервые, и это действительно здорово, просто, в принципе, здесь участвовать. Мы действительно очень рады, что нам получилось отобраться на хорошем месте в рейтинге, и мы будем просто работать и стараться дальше, чтобы доводить наши прокаты до идеала. Какие мысли крутились в голове при выходе на лед, и какие слова вы друг для друга нашли, чтобы поддержать, подхлестнуть перед выступлением? Ну, нас в первую очередь настраивают тренеры, за что им большое спасибо. Они всегда знают нужные слова и находят их. А так, кстати, мы друг друга уже, можно сказать, с полуслова понимаем, вообще без слов друг друга понимаем. По одному взгляду уже можем определить, что, как, на какой настрой. Я, глядя на Тасю, сразу понимаю. Она 100% так же. Мы друг друга уже чувствуем, поэтому друг с другом мы
меньше слов, больше дела. Да, мы в основном не общаемся перед самим прокатом, мы общаемся после утренней тренировки. На разминке Да. в зале перед прокатом, а там уже ходим, настраиваемся. Тёма, для вас взрослый чемпионат России, вот вы катаетесь, другое ли это мироощущение спортсмена? Ну, кому-то может показаться, что это так, как мне тоже по началу сезона казалось. Я очень сильно переживал, волновался, но благодаря Тасе, ее, безусловно, большой поддержке, благодаря поддержке моих родителей, поддержке нашего тренерского штаба, это сейчас кажется уже праздником. Тем более на носу уже Новый год, и мы всем желаем Счастья в новом году. всех с наступающим, и мы постараемся подарить как нам супер замечательные положительные эмоции, так и зрителям. Процитирую ваших персональных болельщиков, что они писали, это было после этапа Гран-при. Катят, ребята, как дышат, смотреть одно удовольствие. А Таисия такая тоненькая, сильная веточка. Вот, уважаемая сильная веточка, откуда столько сил? Не знаю, просто внутренняя сила, я думаю. И Артем тоже отчасти я его пытаюсь заряжать этой силой. Она, безусловно, заряжает, прям наполняет меня от пят до головы. Ресурс выложиться в произвольную программу есть? Безусловно. Дружно молодцы, это вам и желаем Я же чистого говорил, проката. что мы уже без слов друг друга понимаем, поэтому... Спасибо, еще раз поздравляем с дебютом. Спасибо. Ну что ж, а мы продолжаем парное катание, короткие программы. Мы присоединяемся к словам Таисии и Артема с пожеланиями всем нам хорошего Нового года, хорошего здоровья. Самое главное, что есть ресурс. Самое главное, его вовремя использовать. Впереди еще у нас очень сильные пары, можно сказать, лидеры не только нашего российского парного катания, но и мирового. Сойдутся здесь сейчас буквально через несколько минут и чемпионы Европы, бронзовые призеры чемпионата мира и неоднократно чемпионы России. Это Александр Байковый и Дмитрий Козловский. Ну и, конечно, это лед выйдут чемпионы Европы, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галямов. Ну что ж, сердце начинает немножко уже потихонечку, да, ёкать, потому что, ну вот эпицентр событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, смотрите фигурное катание на Первом. И слушайте комментарии профессионала, двукратного олимпийского чемпиона Максима Тронькова.
Встречаем на льду участников третьей группы. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Третья группа участников абсолютно мощнейшая, насыщенная. Здесь и чемпионы, и претенденты, и пары с такой историей, которую можно рассказывать очень долго. Никакого эфирного времени не хватит. Это завершение сегодняшних соревнований в короткой программе у пар на чемпионате России 2026 года. И, конечно же, символично все эти соревнования в спортивных парах, в стенах юбилейного, где катались по ночам Белоусова с Протопоповым, где Мишин с Москвиной вырастили целое поколение невероятнейших спортсменов. Ну и мы ждем начала катания в этой группе, которую откроют Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, ученики Алексея Тихонова, Марии Петровой. Для которых тоже этот дворец спорта юбилейный не чужой, потому что именно здесь Леша с Машей тоже тренировались. Конечно. Чувствуют себя как дома. Конечно. И хочется пожелать, чтобы и спортсмены сегодня тоже себя как дома чувствовали. И Настя с Димой блестяще справились со своей короткой программой. Тем более, что она у них очень классная и поставлена на Албаны Денко и Максимом Стависким, двукратными чемпионами мира в танцах на льду. Классная без самомуча. Давно уже подбираются к пьедесталу чемпионата России. В прошлом году были четвертыми. Самое время сражаться за награды. Вслед за ними будут кататься Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Это еще одна пермская пара. Тренеры Павел Слюсаренко, Егор Закроев, Татьяна Тудвасева. И они в прошлом году не выступали из-за травмы, хотя уже были призерами чемпионата России. Обидно пропущенные сезоны. В этом уже сезоне они были и третьими на Гран-при, и первыми. Причем улучшили между двумя этапами серии Гран-при результат на 30 баллов свой. То есть они прям летят как ракета наверх. Следующими за ними, конечно же, абсолютно мощнейшие Анастасия Мишина, Александр Галямов. Взрослые, опытные обладатели всех возможных наград. Трехкратные чемпионы России, чемпионы мира, чемпионы Европы, бронзовые призеры Олимпийских игр, как в парном катании, так и в команде. И тоже возвращаются в этом сезоне самым драматичным образом, потому что просто не успели даже вот начать тренироваться перед этапами Гран-при. Ну, так бывает, когда у тебя травма и просто нет времени. Но они входят постепенно, и, может быть, именно здесь, именно сейчас они войдут в ту форму, чтобы не пропустить никого вперед. А это важно. Это не только награды, это и
ресурс, это и влияние, это значение какое-то. Но атакуют их, конечно же, давние их соперники, с которыми они постоянно и на чемпионатах России, и на других турнирах встречаются и сражаются. Это Александра Байкова и Дмитрий Козловский, двукратные чемпионы России. Но они 2 года подряд занимали 2-е место и довольно-таки серьезно отставали от Мишина и Галямова. В 23-м году они их опередили, были первыми, но до этого снова проигрывали 2 раза. То есть у них история взаимоотношений, ну сколько, лет 8-10, да? И их тренер Станислав Морозов, который их сейчас тренирует в школе Этери Тутберидзе. Как раз тоже мы видим на заднем плане Данил Маркович, Глейхенгаус, Этери Георгиевна, Сергей Викторович Дудаков. Все здесь, все в поддержку Саши с Димой. В короткой программе все присутствуют. И это, конечно, какая-то вот новая, необычная жизнь, вдохновение определенное у Байкова и Козловского, безусловно, есть, и оно выражается в том числе в техническом. Вот она, вся группа Хрустального, Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгаус и Станислав Морозов. Ну и в своих думах руководство Федерации фигурного катания. Еще раз, кстати, хочется сказать, что на каком-то совершенно потрясающем уровне соревнований мы сегодня находимся. Это чемпионат России, который достоин абсолютно чемпионата мира по организации. Все это благодаря Федерации фигурного катания и Первому каналу. Просто сумасшествие. На ваших экранах Мария Петрова, Алексей Тихонов, которые тоже всегда срывают аплодисменты в зале. Ну и если вот вернуться к этому противостоянию, шаг вперед одни делают, шаг вперед другие. Вот Байкова и Козловский, они выбрали какую-то определенную стратегию с этим своим четверным выбросом. Это как будто бы в этом сезоне Байкова и Козловский успокоились и просто хотят хорошо кататься, ни с кем не соревноваться. Вот это самое главное. То, что мы пытались в течение 2 сезонов внушить, что не надо гоняться за Мишиным и Галямовым. Просто делайте свое дело. Я им желаю его сегодня сделать. То есть все равно во главе угла находится психология, да? Конечно. И когда она есть при наличии определенного технического арсенала, то и все работает. Ну хорошо, это потрясающая интрига, и мы ждем. Разминка закончена. Вот они, опытные, творческие, целеустремленные Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. В прошлом году подобравшиеся к пьедесталу чемпионата России. На гран-при призы не дались им просто так. Все в соперничестве, за каждый балл, за каждый элемент. Но при всем этом они никогда не забывают оставаться настоящими артистами. «Bésame mucho» — бессмертная песня о первой раздирающей любви. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez
lejos de ti. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho. Ну что ж, браво, браво, ребята, браво Петрова и Тихонов подготовили таких ребят, браво Денкова и Ставицкий за эту постановку и браво Мухартова и Евгеньев за то, что так это сделали здесь на чемпионате России. Молодцы! Есть над чем подумать судьям, но нам, зрителям, конечно, как всегда понравилось. Опять мини-спектакль, опять все очень артистично, мощно, в музыку, так как эти ребята умеют это делать. Официальный партнер Федерации фигурного катания на коньках России Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Они всех себя отдали, конечно, этой программе. Это было очень красиво. Пели всю программу. Справился. И были такие радостные во второй половине, когда все получилось. Прямо излучали удовольствие от исполнения этой программы. Что скажешь про подкрут? Я вот сейчас внимательно как раз разглядывал этот элемент, что же там не взяли судьи, и вот сейчас, видимо, не взяли ловлю, потому что коснулась Анастасия партнера, на приземлении этого делать нельзя. Контакт может быть только талия и кисти рук партнера. Тут немножко плеча было касание, поэтому потеряли уровень здесь. А вот выброс, кстати, придержала ножку, но обыграла, да, хореографии. Видно было, что сложно было выезжать, но, тем не менее, уже на опыте так дотянула. Анастасия такую хитрость проявила. Не отдавать. Даже если что-то идет не так. Ну и, кстати, на прыжке судьи, как мне кажется, находят как будто бы недокрут на Сальхове. Ой-ой-ой. Так что сейчас потихонечку, помаленечку техническая оценка потеряют, да? Будет опускаться, да. Сколько вот на таком недокруте, на Сальхове теряется баллов? Получается, ведь судьи уже не могут поставить высокую оценку за исполнение. -0,25 сразу же. Это значит, получается, балла 1,5 ты взял и потерял, да? Да, и в таком плотном соперничестве с Осокиной и Грицаенко вот еще споткнулась на дорожке Анастасия в самый последний шаг. Как будто бы потеряла немножко контроль. Ну и не очень большие плюсы на завершающем параллельном вращении, хоть оно и 4-го уровня, но тоже не в самом конце расхождение. разошлись, да, в самом конце, и это тоже Но тем не менее они довольны этим прокатом, то есть как программа всегда минимум может быть сделала, как лучше, или так и хуже. Или они просто такие позитивные. Даже шепотом слышно, что говорит Дмитрий Евгеньев. И, ну что ж, они уступают 15 сотых Юлии Артемьевой и Алексею Брюханову. И таким образом оказываются на 3-й позиции сейчас. А лидерам они уступают около 2 баллов.
На лед приглашаются Екатерина Чекмарева, Матвей Янченко. Эта динамичная программа выбрана для возвращения Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова после травмы. Музыка символизирует их боевой настрой и готовность снова драться за лидерство, энергия, динамика, энтузиазм. Ну а мощное катание всегда их сильная сторона, что бы ни произошло. После победы в Омске Катя сказала: «Я получала удовольствие от каждого движения, потому что мы снова в строю». Right off of your feet. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right down. Bang, bang, bang. Right off your feet. Boom, 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 boom. Oh, I'm gonna shoot you right down. Bang, 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 bang. Knock you off of your feet. Как же жаль, какой же классный это дуэт. Я так за них болею, переживаю. Потому что, нравится мне эта пара, нравится своей этой мощью, своей этой амплитудой в исполнении элементов. Но, к сожалению, сегодня, конечно, грубейшая ошибка, падение и видимое расстройство на лице Катюши. И какой классный партнер Мотя, который успокаивает, поддерживает свою партнершу. Я уверен, что он ей говорит: все у нас получится, ты же знаешь, как мы умеем, как мы выйдем, как мы отбомбим просто свою произвольную программу. Именно так и должно быть. Настоящее партнерство, настоящее парное катание. Все равно, ребят, огромные молодцы. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Слушай, они как выехали на свою программу, это какая-то повышенная скорость. То есть за сегодняшний день мы такого скоростного катания не видели, по-моему, еще. Да, это одна из таких черт, которые эту пару говорят об этой паре. Это классно, это здорово, это мощь, это буквально такая... Сметают они все на своем пути, и прям ветер на арене от их катания ощутим. Не слышно нам что-то, сдержанно Павел Слюсаренко говорит ребятам, потому что, конечно, это основной его актив. Именно на эту пару все возлагают огромные надежды.
в таком настроении классном выехали, начали. Но, честно говоря, даже с этим катанием, даже с этим падением, я уверен, что супер низких баллов не будет. Ну потому да, что конечно. все остальное настолько здорово Но они, сделано. наверное, нацелились на такие самые высокие плюсы. места. Но они уже обыгрывали чемпионов мира Мишину и Галямова. В том Между числе, прочим, и в этой хотят разминке, еще. по итогам этого сезона, это удивительно, но это факт. Рейтинг самый невысокий получается у Мишина и Галямова, потому что у них только 2 вторых места на этапах серии Гран-при. 2 вторых места. Да. Здесь у каждой пары есть первое место. У Чекмарева-Яченкова есть 1 и 3. 2 первых места у Байкова и Козловского. Такова статистика, это Да, правда. 1 и 3 место у Мухартова и Евгеньева. То есть в этой разминке только без первого места пока в этом сезоне только Настя и Саша. И, Да. конечно же, им очень хочется эту ситуацию исправить. И уже, А всем остальным вцепиться и дожать. Да, остальным вцепиться и дожать, да. Да. И мы Слушай, понимаем, как и волнительно в то же время ребятам, потому что когда сезон не задался, уже я считал другие эмоции. обороты на Тодосе. Все равно даже второй дали. Я прям чего-то не... А мне казалось, что все-таки есть количество оборотов нужное. Нет? Ну, я уже после выброса, честно говоря, так расстроился и просто уже как-то досматривал программу, поэтому, к сожалению, не смогу вам сказать, почему он только второго, за но, техническую бригаду не ответишь. скорее всего, положение не было оптимальным для того, чтобы засчитать все 3 выполненных оборота. Это обычно классическая такая ошибка. Катя, все получится, не переживай. Ну, в конце концов, борьба только началась. Все-таки это соревнование из 2 программ. И вторая будет произвольная. А сейчас они уступают Елизавете Осокиной и Артему Грицаенко менее балла. И пока они вторые. Но это уже как минимум сильнейшая разминка. Но по компонентам, конечно же, выигрывают у всех на данный момент. На лед приглашаются Анастасия Мишина, Александр Ну и вот они, Галямов. чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры Олимпийских игр и 3-кратные чемпионы России. Так уж получилось, что их катание, их переживание – это главный источник драмы в начале этого сезона. И хотелось бы полегче, но вот не получается. И дольше века длится день. Но они профи, они бойцы, и сегодня мы празднуем. Врубай застольную.
буквально взрывается юбилейными овациями, и все по делу, потому что, ну, сегодня вот это катание тех самых Мишина и Галямова, к которому мы привыкли. Все четко, без единой помарки, абсолютно идеально выполненные элементы. Скажешь ли ты, что вот это катание, мне просто интересны твои ощущения как спортсмена, вот когда, например, они выполнили выброс, но мне очень понравилось, но это элемент с запасом был или такой чуть-чуть на выбросы грани? Нет? Вообще отличительная черта Насти, она здорово из них приземляется, очень ловкая партнерша, то есть она абсолютно чувствует этот элемент, и я вспомню, может быть, раз-два, когда видел ошибку на этом элементе у Мишина и Галямова. Опять же, Сальхов очень напряженно заходили на разминке у Саши с ошибкой. Он был выполнен, но, тем не менее, очень четко, близко друг к другу. И синхронно. И очень синхронно был выполнен. Я не насчитал 3 оборотов в Тодосе у Саши, ну и, по-моему, также и техбригада не досчитала. То есть это единственный момент, где у ребят уровень 3, а не 4. Все остальное здорово. Дорожка тоже 3-го, но это, в принципе, нормально, допустимо. Это все равно хорошо. 3-й уровень дорожки, это все равно здорово. Это все равно 4-й получить очень-очень сложно. Ну, вот скажи, Анастасия, Александр на этапах Гран-при, они в короткой же тоже все время выглядели достаточно крепко, да? Ну, то есть были там у них, конечно, и помарки, и то и все, но в короткой они, по-моему, каждый раз лидировали. У них я не помню, на контрольных прокатах или где-то на этапах тоже был прыжок у Насти сорван. И были сложности с прыжком, я точно помню, в этом сезоне именно с Сальховым в короткой программе, потому что ребята жаловались, что их немножко борт поджимает, чтобы поменьше площадка, еще что-то. Поэтому были сложности, но это лучший прокат абсолютно точно в сезоне. То есть лучше я не видел. И как будто бы ребята абсолютно понимали, что они делают на каждом из элементов. То есть мне вообще не было нигде тревожно за то, что что-то не получится. Вот 4-й уровень поддержка, все четко, все положения соблюдены, сложный вход, сложный выход. Не к чему придраться. А на сложном входе в поддержку тоже у тебя ничего не дрогнуло? Мне просто... Нет. Нет? Как обычно. Ну, обычно я просто так волновался, поэтому я думаю, что я зря, получается, волновался. А ты так вот спокойно на это все смотришь. Абсолютно, да, потому что я видел, что ребята абсолютно катаются осознанно. Осознанное катание – это залог успеха в короткой программе. Значит, это были не мои надо внутренние проблемы. Надо спокойно сделать техническую часть. Артур Минчук, Тамара Николаевна Москвина. И оценки все в максимальном, ну, не максимальном по значению, но в максимально зеленом цвете, да, от судей. И они на первом месте, опережая на 9 почти что баллов, на 8,5 Осокину и Грицаенко. Но самое важное на сегодня еще впереди, потому что соперничество между двумя парами, конечно же, за лидерство между Мишиной и Галямовым и между теми, кто выйдут сейчас на лед. На лед приглашаются Александра Байкова, Дмитрий Лидеры этого сезона Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Программа на музыку из фильма «Убить Билла» идеально подчеркивает их дерзкий, агрессивный стиль. Гонка вышла на новый уровень, технический, психологический, эмоциональный, и мы, мне кажется, видим на льду совсем других Александру и Дмитрия. Они меняются. Ну и вот пусть каждый решит сам для себя, как так получается. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down. Seasons came, changed the time. When I grew up, I called them mine. You would always laugh and say
remember when we used to play bang bang. I sat you down, bang bang. You hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. I used to shoot you down. Music played and people say, just for me to change man's I shot you down, bang bang. You hit the ground. I used to shoot you down. Все в шоке, все разводят руками, все нервничают. Ой. Могли ребята сейчас навязать борьбу Мишиной и Галямову просто потому, что по уровням. Ну, ребят, ты посмотри, всё. дорожка последняя, 4-го уровня. Да, там Тодос 4-го. Тодос 4-го уровня. То, что касается Подкрутка. парных элементов, все было настроено идеально. Но вот эта вот голова, которая ногам покоя не дает Сашина, сначала на очень жестких ногах, этот тройной Сальхов, воткнулась, спасла, начала делать какие-то корректировки перед выбросом, помягче решила приземлиться. И настолько коленом сработало, что не сработало, провалилось. И, к сожалению, только степ-аут. Видимо, что расстроены ребята. Кинем им Зайца, который к нам прилетел на пульт комментаторский. И продолжим комментировать прокат этой короткой программы. Конечно же, здесь преимущество явное, наверное, все-таки в чистом прокате Мишина и Галямова сегодня. Но я не думаю, что будет какое-то огромное отставание, которое невозможно будет нивелировать в произвольной. Тем более, что произвольная программа у Мишина и Галямова в этом сезоне совсем не получается. А козырь в рукаве в виде четверного сальховского выброса есть у Димы с Сашей. Поэтому посмотрим. Это будет интересная борьба в произвольной. Ну, какие у нас здесь, значит, получаются потери? На Сальхове просто недополучают плюсов. Да, на Сальхове здесь вообще не дотолкнулась. Но она докрутила, она просто спину уронила на этом элементе. И хорошо, что даже кто-то отплюсовал его. Подкрутка была выполнена лучше, чем у Мишины и Галямова. И надбавок, потому что она амплитуднее. И надбавок гораздо больше. Там, наверное, на балл где-то больше, чем Анастасия и Саша получают ребята. Да, на балл. Вот. И вот этот вот пресловутый выброс, где просто делай выезд и выигрывай короткую программу, но, как всегда, есть пресловутое и на «но». выезде, то есть на выбросе еще где-то балла 2,5, получается, тоже упустили. И вот она оценка за технику Вот это нервы. Меньше, это при том, что все остальные элементы действительно на высочайшем уровне. И с плюсами. Тодос 4, да, и я считал, прямо говорил, надо делать 4, чтобы догонять, потому что там, где было недоработано у Мишина и Галямова, надо было сделать лучше. И это, в принципе, у ребят сегодня получилось, но нужно было и свое сделать, свою координацию, как мы это называем, координационные элементы. И здесь, конечно, и прыжок был менее качественно сделан, и выброс с ошибкой.
Да уж. Вот это соревнование у нас сегодня в завершении Я думаю, первого что дня. около 1,5-2 баллов ребята, наверное, уступят, но, повторюсь, вся борьба будет произвольной. А потеряли вот на ровном месте, грубо говоря, балла 3-4. Так, 3-3,5. Да, и по технике они уступают 1,5 балла. И практически идентичная оценка за компоненты. И вот эти 1,5 балла за технику они и проигрывают своим основным соперникам Анастасии Мишиной и Александру Галямову. Это и очень хорошо оказываются для на такого втором проката. месте. Это прям борьба в самом разгаре. А остальные отстают на 7 баллов минимум, да. Осокина, Грицаенко, Чекмарев, Янченков практически идентичный результат. Значит, борьба еще вся впереди. Итак, закончилось парное катание на сегодня, закончились соревнования на сегодня. Результаты на ваших экранах. Все, как мы и предполагали. Все, как мы и предполагали, непредсказуемо, но увлекательно. Что ж, за бронзу завтра будет схватка, конечно, сумасшедшая, потому что отставание вплоть до 7-го места можно назвать незначительным. Всего лишь 2 балла. И любая из этих пар, и Осокина, Грицаенко, Чекмарев, Ченков, Артемьев, Брюханов, Мухартова, Евгений, Щербинина, Петров, ну вот все технически они могут впрыгнуть на пьедестал. Очень интересно было наблюдать за вот этим катанием лидеров Мишиной и Галямова, потому что, конечно, столько драматизма, сколько они дают нам в этом сезоне, может быть, не дает вообще никто. И интервью с лидерами прямо сейчас в Kiss and Cry. Вы даже знать этого не хотите. Вот это вот шахты. И всего этого. Как это бывает? Ну что ж, к завершению все-таки наступает тот момент, когда мы вынуждены попрощаться. Но все же напоследок, как вот просто вкусненький десерт для вас, та пара, которая на данный момент занимает лидирующую позицию. Анастасия Мишина, Александр Галямов уже у нас, Женей Медведевой в студии. Ну и, конечно, первое, что хочется сказать, спасибо за этот накал, за эти скорости и чистое катание. Получили кайф от сегодняшнего проката, потому что все-таки чемпионат России – это самый главный турнир сезона. И здесь уже немножко по-другому ощущаешь то, что происходит на льду. Да, получили хорошее удовольствие от проката. Очень хорошо прокатили. И дальше будем готовиться к произвольной программе. С каким настроем выходили сегодня на лед? Мне показалось, что вы прям мега спокойные. Я видела, что перед прокатом Настя что-то поднимала со льда, относила рефери, ты там лепесточки какие-то собирала. И вот как-то вот, ну вот от вас веяло именно спокойствием и уверенностью в том, что вы выйдете сейчас и все сделаете. Да, выходили спокойными, настроенными, с боевым настроем. Вот, упал скотч с потолка, и это даже как-то немножко разбавило ситуацию. Вот, поэтому все было хорошо сегодня. Но вас мы так смотрим, что потихонечку набираете и чистоту исполнения многих элементов. Ну, не будем как бы закрывать глаза. Конечно, ряд элементов, в том числе и поддержки, какие-то не получались на этапах Гран-при. Понимаю, что была в любом случае проведена определенная работа, но вы обрели вот ту самую уверенность, поправьте, если я не прав, но вот уверенность и в партнере, и в своей второй половинке партнерши. Именно чтобы работали как единый организм. Мы уже давно знаем, что нам нужно делать, чего мы хотим. И просто идем вдвоем к нашей общей цели. У вас будет немного времени для того, чтобы выдохнуть перед произвольной программой. Вы вот вообще как больше любите? Вот сесть вместе, обсудить, что было в короткой программе? Потому что все-таки, если доверять табло, у вас и несколько элементов не 4-го уровня. Все-таки есть еще какие-то моменты, возможно, которые вы хотите подтянуть. Или все, короткую откатали, забыли, думаем только о произвольной. Вот вы какого метода придерживаетесь обычно? Те элементы, которые у нас есть произвольные, например, я, честно
например, не знаю, что у нас третьего уровня, но, например, если это подкрутка, то мы можем подправить за один день какие-то детальки, чтобы в произвольной был четвертый. Но если это какие-то элементы типа дорожка, которые Дорожка, по-моему, шагов точно. Вот один из двух элементов, который на трей. И Тодос. Да, на самом деле это удивительно. Но тогда мы это будем уже разбирать после произвольной программы. Ну, насколько я понимаю, Саш, дорожка шагов, именно перейти условно с первого на второй, со второго на третий и так далее, достаточно много усилий, и не только физических, затрагивает этот переход. А Тодос легче устранить вот эта разница в уровнях? Или что-то вот прям... Я понимаю, что вы удивлены, потому что вы, собственно, все, вы пара 4-го уровня всех элементов, но вот сегодня вот так. Что это возможно было? Для начала нужно разобрать и пересмотреть по видеоповтору этот элемент, и чтобы понять именно зрительно, увидеть, что не так было сделано, какие, в принципе, мы многие элементы разбираем, чтобы посмотреть на себя. Даже, например, на тренировке у нас тренеры снимают наши элементы, наши прокаты, и мы уже со стороны видим, как и что нужно добавлять. Понятно, да, Тамара Николаевна, там, Артур Леонидович, Николай Юрьевич, они, да, видят как зрительно, но и нам тоже нужно понимать, как правильно нужно тоже сделать, чтобы мы хорошо ощущали эти нюансы в элементах. Основная задача на сегодня для вас какая стояла? Вы вообще думали о том, что вот чемпионат России, надо выходить, надо выигрывать? Или, может быть, вы преследовали сегодня какие-то свои цели личные? Ну, условно, вот этот путь, да, желание победить, ну, естественно, а иначе зачем вообще выходить на лед и тренироваться? Естественно, задача на этом турнире – золотые медали национального первенства. Вы делите этот путь на какие-то этапы, условно, короткое, мы сосредоточены, или вы берете прям всю ответственность за весь путь? Скорее задача сделать каждый элемент, то есть перед каждым элементом думать про вот этот конкретный элемент. И тогда уже и победа будет ближе, а если нет, то мы сделали все, что могли. С каким настроем произвольная программа? Спокойствие и боевой настрой. Ну вот именно лидерство после короткой вам добавляет обычно? Если Или вот так, ответственность? или наоборот, как бы выходить на лед произвольной программы, будучи лидерами турнира, это давит или наоборот добавляет? Каждый сам для этого ищет какие-то плюсы, и в этом же есть сам спорт. И из этого нужно учитывать для себя, тоже искать какие-то для себя плюсы, чтобы это только помогало. За нашу карьеру каких только вариантов не было. С 3-го на 1-е, с 1-й на 3-е. Поэтому... Ну, лучше остаться на том, что вы делали часто. Это с 1-го и на 1-е. Очень будем стараться. Остаться на этой траектории. У вас есть еще немного времени до произвольной программы, целый день тренировочный. Мы желаем вам проверить все элементы, убедиться, что у вас все на месте, успеть отдохнуть, вкусно покушать, поспать, восстановиться. Я вижу, как ребята заулыбались. Это абсолютно точно нужно для полного восстановления спортсменов. Мы желаем вам просто вот выйти спокойно, откайфовать в произвольной программе. Не смеем вас больше. Желательно с чистыми элементами. Желательно, конечно. Желательно с хорошими баллами, чтобы мы все кайфанули. Леша, давай больше не будем держать ребят. У нас еще на подходе Максим Троньков. Он здесь где-то бегает рядом. Сначала мы послушаем о том, что сказали Байков и Козловский после короткой программы. Ну а сейчас прямо мне вспомнилось о том, как «Зенит». «Зенит» тоже же немножко сложно втягивался в сезон, но сейчас выигрывает одну игру за другой. Собственно, раз сердце твое принадлежит футбольному клубу «Зенит», то и желаем, чтобы вот вместе с ним также продолжать штурмовать все новые и новые победы. Спасибо. Спасибо. Удачи в произвольной. Ну а сейчас давайте послушаем все-таки Байкову и Козловского. Ребят, спасибо вам большое за это выступление. И, вы знаете, я голосовал против упаднических настроений, поэтому, пожалуйста, улыбнитесь. Вы молодцы, и вы все умеете в этом виде спорта. Как сами можете оценить эту короткую программу, короткий прокат на чемпионате России? Я могу сказать, что прокат получился нормальным. Да, была допущена у нас одна ошибка, но в остальном, я могу сказать, прокат был хорошим. За него мы получили приличные баллы. Находимся в борьбе. Я думаю, что такой самый минимальный план
мы выполнили, и в определенный диапазон баллов мы также попали. Саша, ведь даже после обидной помарочки собрать программу и додержать — это тоже большая победа, не так ли? Ну, это короткая программа, тут не так много элементов, поэтому не так сложно себя собрать после этого. Просто, к сожалению, не получается получить такое удовольствие, которое хотелось бы. Давайте еще о более приятном. Родной Санкт-Петербург с возвращением сюда, с возвращением юбилейной. Особенный для вас это всегда чувство выступления при любимой вашей петербургской публике. Да, конечно, это всегда праздник для нас. Мы всегда очень рады здесь выступать. И очень классно, что именно 10-й чемпионат России, юбилейный для нас, мы встречаем здесь, в юбилейном. Там сегодня целая интернет-виртуальная демонстрация развернулась по поводу желтого комбинезона. Наконец-то болельщики снова увидели желтый комбинезон. Считаете ли вы, что он выгоднее играет в этой программе вашей? Я считаю, ну это мое личное мнение со стороны, что он выглядит очень смачно и по-киношному. То есть если мы берем черный костюм, он такой стандартный, базовый, абсолютно понятный. Этот костюм, он по-настоящему смачный, яркий и очень хорошо подчеркивает Сашину, по моему мнению, просто идеальную фигуру. Спасибо. Вердикт от обладателя костюма будет? Ну, я считаю, что этот костюм очень заметный, потому что желтый цвет не так часто можно увидеть в фигурном катании, и он, именно этот костюм привлекает больше внимания к себе. За счет этого, наверное, он в чем-то выигрышнее. Но черный костюм я тоже очень сильно люблю, потому что это такая прям кутюрная работа. Это платье было вдохновлено Жан-Полем Готье, его коллекцией, по-моему, 2000 года. Вот, поэтому мне два костюма нравятся, просто в определенных ситуациях мы подбираем определенные костюмы. Сейчас нужно было особое внимание, поэтому желтый. Перед произвольной программой как правильно провести день перерыва, как разгрузить голову в хорошем понимании этого слова, как готовить себя эмоционально? Провести легкую, ненапряженную тренировку и все. Желаю вам хорошей тренировки и хорошей произвольной программы. Главное, чистой. Спасибо большое. Спасибо. Мы тоже желаем ребятам хорошей произвольной программы. Это были Александра Байкова и Дмитрий Козловский. Мы благодарим всех наших зрителей. А мы отправляемся на заслуженный отдых до завтрашнего утра. В 8:30 уже начинаются тренировки. Вы можете подключиться к трансляции и следить за тренировками вместе с вами. Ну а турнир начинается в 15:30. Записывайте, не забывайте и оставайтесь с нами. Сначала будут женщины, а потом мужчины. И, друзья, заводите, пожалуйста, свои будильники, просите своих знакомых напомнить, разбудить вас, для того, чтобы в 8:30 уже, собственно, лицезреть то, что будет происходить здесь, в Ледовом дворце. Как говорится, турнир нельзя выиграть тренировками, но по этим самым тренировкам у нас у всех может сложиться впечатление о том, насколько богат внутренний мир того или иного спортсмена. Обо всем этом, вновь повторюсь, в 8:30 уже завтрашнего дня трансляции здесь, из Ледового дворца. Но основные турниры в 15:30. А мы Женя Медведева, двукратная чемпионка мира. Ягудин. Чемпионат России на первом пропустить нельзя. До завтра.